Итак, друзья, я всех рад приветствовать. С нами новый эфир и добро пожаловать на продолжение прохождения сборочки Alzamoods 10 to the Sky. Это у нас получается уже 200 дней будет, да, потому что в прошлой серии было 100 дней, сейчас будет 200 дней. И что же, давайте отправляться спать. Сейчас у меня появился наконец-то адекватный счетчик дней, 106-й уже день получается. И давайте я веду в краткий курс дела, что да и как. Мы в прошлые 100 дней начали заниматься механизмом, аплайтом и рудами. Да, вот начали выращивать руды буквально. И сейчас мы встряли в том, что нам нужна энергия. Я уже нашел способ, как можно с ней разобраться. Это довольно легкий способ будет. Энергия, вот, Extreme Reactors. Я хочу начать его распахивать, потому что у нас в целом для этого все уже есть. Потому что графит это буквально уголь переплавленный. Поэтому я думаю, что это в целом не беда. Давай мы сейчас даже это закодируем. Нам нужен корпус. Я думаю, что я сразу же буду делать вот так и, соответственно, вот так. Но, скорее всего, корпус буду только использовать. Я думаю, мне не надо сильно будет это делать красивым. Но мы его можем, кстати, если не ошибаюсь, вот улучшить мы можем его. Для того, чтобы создавать гораздо мощную версию этого реактора, чтобы он мог это все обработать, так скажем. Ну и что же, давай смотреть. Нам надо 7000. Не, подожди, нам гораздо меньше надо. Сколько? А, да, все верно, 7000, все, да. Вот, да, 7752. Контроллер один порт для приема, один электрический порт для пассивного режима, 49 получается. Ух, нифига себе, сколько тебе надо. Ты это видишь? 7700 давай. Уже есть возможность это все заказать. Во. Давай тогда делать вибраниум. Для этого нам надо очень много, если не ошибаюсь, крафта. Вот условно базовый вот этот вот. Мы можем на самом деле сразу же 4-й уровень сделать так-то, потому что у нас по сути для него тоже все ресурсы в целом есть. Нам во всяком случае он надо будет. Поэтому давай сразу же попробуем его заказать. Давай смотреть, что значит сейчас будет происходить. В целом быстрый крафт и обработка железа, плавка угля и железа обработки. Окей. А далее что нам надо будет? Далее делать кристаллитовый слиток. Для этого нам надо звезда Незера. Кстати, вот он. Для его начала надо вот эти вот два предмета, чтобы считать моба и, соответственно, структура модели. Далее будет делаться, получается, дата модели, да. Далее камера моделирования и матрица предвычисления. О, у меня аж квесты полетели. И, собственно, что? Модель данных не найдена. Вставьте модель данных. В вашей модели пойдут обучение. При помещении в глубокое обучение для получения надо нанести смертельный удар. ПКМ по существу, что... Ага, значит, в теории смотри, что мы делаем. Мы берем тогда песок душ. Ага, которого у меня, кстати... Угу. Ну, я вот 4 стака сделал. Давай сейчас мне черепа. И смотри, что мы сейчас делаем. Мы сейчас ставим, по сути, вот так. Спаем сейчас визора. Можно, по сути, сразу же скопировать его. Вот, модель визора. Нам, по сути, надо сейчас просто убивать. Если я не ошибаюсь, можно, по сути, вот так вот сделать. Вот, статистика. Не приближайтесь к нему, бегите. Жаль, что не боится солнца. Улучшение для базового 6 убийств. Ну и что же, базовая модель. Теперь, по сути, мы можем закинуть вот сюда эту модель. В теории. И она начнет работать. Невозможно начать моделирование, отсутствует вот матрица предвычисления. Вот, на, держи. Уровень энергии критический. Тебе нужна энергия, да? Сейчас мы тебе ее подсунем. На, держи. Вот, энергия пошла. Вот, запуск среды выполнения. Загрузка модели из памяти, оценка уровня угрозы, привлечение существа, предвычисление не удалось, обработка результатов. Ага. Точность. Короче, надо просто сейчас... Вот, собранные данные 1.48. А могу ускорить? Я вам, по сути, это все ускорить. Вот, смотри. Но им энергии не хватает. Твою-то налево. Надо делать совершенные, знаешь, какие трубы? Надо вот энергетические трубы. И, кстати, верстачок-то у нас сделался. Вот такой крутой. Дай мне тогда вот эту энергию, да. Мы сейчас сюда подкидываем эту энергию. Они сейчас не соединяются, потому что понятное дело почему. Мы сейчас берем просто точку. Да, условно, вот сюда ее подкидываем. И вот сюда подкидываем вот так.
А мы сейчас, смотри, что еще сделаем. Мы сейчас сюда еще вот этих вот матриц предвычислений сделаем побольше, штучек 100. Для того, чтобы хватало там всего. Вот, кстати, стак сделался. Мы можем сейчас вот сюда подкинуть оно, потому что это уже потихонечку делается. И нам, получается, надо собранных данных сделать 48. А пока оно все делает, окей, пусть оно делает, потому что у нас уже в целом ресурсов хватает. Мы можем сейчас верстак этот брать. Ну мы его уже забрали, правда, мне нужен 3-й верстак для квеста. А вот, соответственно, квест завершен. Далее кристаллитовый вот этот вот слиток. Для того, чтобы нам вроде бы сделать автокрафт, мы можем, если я не ошибаюсь, его сделать. Мы можем сделать автоверстак, вот, для того, чтобы он автоматически это все производил. Но здесь все равно кристаллитовый компонент, кстати, надо. Здесь все равно кристаллитовые слитки нужны. Тогда мы сейчас давай смотри, что делаем. Для кристаллитового слитка нам что надо? По сути, очень много алмазов, железа и лазурита. Куда бы тебя поставить? Давай сюда пока поставим. Смотри. Для кристаллитового слитка у нас в теории все есть. Да, все. 28 штук. А далее нам не хватает просто звезд Незера. Далее кристаллитовый слиток. Мы сейчас сделаем, получается, этот вот крафт. И делаем просто крафт автоверстака. Теперь мы, по сути, уже можем взять сейчас поставщик шаблонов. Наверное, шину импорта надо будет ему взять, конечно. Готово. И теперь можно поставить его куда-то, хер его знает куда на самом деле, потому что везде во всем беда есть. Ну, допустим, вот сюда куда-то. Да, ему нужна энергия тоже. Ну, давай теперь посмотрим, могу ли я могу ли я условно сейчас заказать один кристаллитовый слиток. Ну подожди, мне его крафт надо сделать. Вот. Раз. Условно нам. И давай создадим одну штучку. У нас как раз вот все есть. Давай попробуем. Должно стать 28. Оно не хочет создавать почему-то. Ладно. Тогда, может, будем руками это делать. Вибраниум. Самый главный предмет, ради которого я стремился почти все это время. Вибраниум. У меня уже в целом все ресурсы для него есть. Мне по факту все, что оставалось, это просто сделать вот так. Правда, в правильном порядке его все это расставить теперь. Ё-моё. Вот таком. Все, пошло. Просто сейчас ждем вибраниум. Первый слиток вибраниума. Вибраниум. Спасибо. Далее вибраниум кузнечный шаблон. Для него нам надо всемодиевый кузнечный шаблон. Для лишь одного. Ладно, в целом мы можем подождать. Это не беда. Тут что у нас, кстати? Предвычисление визор? Элитная модель? Подожди, это в теории благодаря этой штуке я могу сейчас в производителе добычи делать визорские... Подожди, дай мне вот этот вот моп-лут. Условно вот сюда мы его сейчас... Да, энергия ему тоже нужна. Кстати, смотри. Скорее всего, знаешь, что я понял? Скорее всего, чем больше там предвычислений вот этих вот, тем, скорее всего, быстрее она начинает это все производить. Вот условно, смотри. Нет. Не. Я понял, в чем его прикол. Оно будет делаться 100% шансом. Вот эти вот как раз модели для визора. И уже их мы сможем закидывать постоянно в вот эту вот штуку, да, вот отсюда высасывать, вот сюда засасывать условно, да. Потому что сейчас шанс там, какой-то типа там небольшой шанс на создание этой модели. То есть тут уже 300 надо. Следующая модель, если я правильно понимаю, будет у нас... Сейчас у нас... высшая будет у нас следующая. Потом уже будет максимальная. Тогда просто надо ждать, пока она нафармится. Что там наш вибраниум? Давай посмотрим. У нас там уже 6 слитков вибраниума. Мы сейчас уже в любом случае можем создать условно... Вот, вибраниумный блок мы можем создать условно. Все модивые улучшения, это вообще халява, я считаю, потому что у нас в целом для него уже все есть. Держи. И в теории вибраниумное улучшение. Достижения есть. Теперь мы можем, по сути, свои улучшить броню. Мы можем улучшить меч, там инструменты. Вот это все мы можем сейчас улучшить для того, чтобы перейти на уровень унаптаниума. Но для него нам надо, скорее всего, да, видишь? Хотя нет, здесь подожди, с древниками какой-то нужен. Ух ты! Здрасте! Нам нужна вот эта лава. Друзья. Хотя ферментацию мы можем запустить с помощью чана.
Правда, для него у нас буквально ничего нету. Да, ему, по сути, не нужна энергия. То есть, теория ему поставить тебя куда угодно, и ты будешь работать у нас. Смотри, для того, чтобы нам создать эту лаву крутую, нам надо... Вот, песок душ и щупальца Вардена. Как раз 3 штучки есть. Вот, мы можем сейчас также взять сейчас... ну сюда лаву нужно запихивать. Тогда сейчас мы это сюда пересунем. Вопрос, правда, тратится ли оно будет или нет. Да, оно тратится. Оно, друзья, тратится. А для того, чтобы оно не тратилось... Надо нам Вардена запечатать, чтобы с помощью лазерной установки фармился, ну, по факту, бесконечное количество вот этой вот соул-лавы. Нам она нужна была для... Я не помню для чего, кстати. Для чего нам соул-лава нужна? Я забыл. Точно, для выработки древнего камня. Вот, и немножко нафармил, правда, до элитной модели уже дошел. Немножко заигрался. Смотри, камера, вот это вот моделирование, мы сейчас ее поставим сюда. Вот. И поставим сюда вот эту модель Вардена. Пусть она улучшается. Для нее нам сколько энергии? 2560, так же, как и здесь. Вот, видишь? Предвычисление визор есть. Пусть он сюда идет. Знаешь что нам еще надо будет? Нам сейчас надо сделать так. Сделать сейчас экспорта 2 штуки. Карты изготовления 2 штуки. Теперь мы сейчас сюда закидываем вот это вот, как она называется, я забыл. Вот, матрица. 48 штук у нас все равно уже готово. Мы сейчас сверху ставим 2 шины экспорта для того, чтобы оно сюда запихивало как раз таки вот эти вот матрицы. И снизу или даже сбоку условно для выхода, наверное, всякой всячины. Оно сейчас, скорее всего, все равно сюда будет закидывать все это. Через некоторое время, пока оно будет создаваться, потому что система все равно же будет его делать рано или поздно. И пусть оно себе спокойно делает. Окей, значит, что нам дальше надо? Я хотел еще, кстати, знаешь что? Я хотел бы сделать сердечки очень крутые. Нам нужен, если не ошибаюсь, то ли пояс, то ли... Я не помню, честно уже. Вроде пояс нам нужен, вот реально. Нам нужен вроде пояс. Смотри, мы можем сейчас сделать сразу же синий. Ну для этого все остальные последовательные надо. Ну а я уже сделал. И что ты даешь? Ого! Нифига оно дало мне сейчас. Подожди, может оно сейчас до хрена мне сердец даст? Крутых. Не, ну оно мне явно скорость дало, это 100%. Подожди, так может мне амулет сердец надо? Амулет есть души? Вот, может мне вот эта штука нужна? Может это я вообще не то сделал? Подожди, амулет сердец. Да, ну оно звучит как надо, амулет сердец. Вот, амулет сердец, ПКМ в приседе, чтобы открыть. Вот. И сюда, скорее всего, нам надо закидывать вот эти баночки и вот эти вот контейнеры. Я, правда, хрен его знает сколько, но 20 штук давай условно попробуем заказать. В целом здесь просто крафт. Вот, условно 20... 10 ему, видимо, максимум засунуть. Да, максимум 10 ему засунуть. Вот, ну давай. Баубли Харс, давай, 10 штук, условно вот этих. Во! Вот это да. Но 10 штук вот этих условно я могу заказать. Далее после них идут, если не ошибаюсь, зеленые. Но тут уже все, здесь уже все жесть. А для синих там вообще жопа, я чувствую. Хотя нет, здесь, кстати, равноценно, я бы сказал. Во. Сейчас закидываем давай эти. И в теории мы можем теперь закинуть вот амулет для сердца. Я могуществен. Я не умру. Блин, ну это надо вот этих сердец гораздо больше фармить, скорее всего. Кстати, мы можем кристалл сердца души сделать. Я, кстати, не знаю, для чего он нужен. Но я в теории могу его сделать. У меня в целом для него уже все есть. Давай. Просто мы еще можем благодаря этому сделать клинок жизненной силы. Скорее всего, типа, если условно прокачивать, да, этот меч условно улучшениями, то можно будет этот меч сделать мега крутым, типа, наверное. Возможно, я честно не уверен. Но вот, клинок жизненной силы. ПКМ в приседе, чтобы открыть. Вот. Сюда мы, по сути, можем те же самые, условно, канистры закинуть, да? Вот, 10 штук. Теперь здесь 18 урона, да. Подожди, а если условно... Нет, эту штучку можно обратно вернуть. А вот эту, если штучку условно забрать. 28 урона. Вместо 18, прикинь? Блин, а это, кстати, важная штука, на самом деле, я так погляжу. Я бы, кстати, еще, знаешь, я бы взял рюкзак. Просто меня задолбало все время есть. Я хочу сделать улучшения вот эти вот. В
целом у меня на все это уже есть, я думаю, предметы. Вот, улучшение кормления. Есть также медный сундук, да, в который, рюкзак, в который мы сейчас просто закинем очень много картошки, морковки, условно, вот 2000. Ну или даже, ладно, даже 1000 можно условно создать, потому что мне и 1000 хватит, я думаю, морковки. Вот, мы сейчас немножко подождем. Что у нас тут? Вот, 15 хранителей, 19. О, это тут все красота. Давай, условно, вот хранители, вот, именно щупальца мне нужны, именно щупальца. Да, смотри, он начал реально мне делать щупальца. Прикинь, вообще халява. И мне сейчас надо, получается, взять здесь ведро одно. На, держи. Отлично. И также сейчас взять лед. Все, смотри, полетела система. Только теперь нужно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Теперь, правда, это все нужно сюда выводить в систему. Для того, чтобы сейчас немножечко размножить. Кстати, закончил совсем улей. Вот, 16 вибраниум. Ну, можно, ладно, можно еще больше. 32 вибраниумных улучшения. Мы сейчас в теории берем 7 вибраниумных слитков. У меня здесь 3, там, скорее всего, сейчас немножко есть. Вот, 12. И сейчас делаем еще мощнее нашу и броню, и инструменты, и вообще все-все-все. Только где мой кузнечный стол? Вот он. Ты глянь просто на эту броню. Ты глянь на этот урон. 36 урона. Ема. У меня куча квестов полетела, кстати. А нам надо найти тогда, получается, все виды унаптаниума и все. Вот, где-то у нас тут будет расположен ядерный реактор. Вот, 32. Далее мы сейчас вот в эту сторону тоже делаем. Ну хотя можно просто... Раз, ну типа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Их теперь нам надо поднять на, получается, очень много на самом деле. Нам их нужно поднять, но если уже 2 есть, да, условно, то еще на, получается, 46. Мы в теории даже можем делать не настолько пока что огромный генератор, ну, реактор точнее. Да, то есть мы можем его сейчас забить до... ну, максимально возможного уровня, так скажем, и просто посмотреть, да, сколько он будет вырабатывать при таком условии энергии, потому что, ну, я не думаю, то, что там обязательно, ну, хотя нет, там же обязательно соблюдать пропорции надо, точно, там же обязательно надо соблюдать пропорции, не, ну, хотя мы можем взять квадрат 32 на 32 на 32, потому что зачем нам такой огромнейший, да? Вот, спустя довольно длинное время готово. В целом у меня вот даже на 500 больше получилось. Значит, что нам дальше надо? Нам теперь надо посчитать площадь этих всех, площадь этих всех стержней, потому что мы будем их ставить в шахматном порядке. Нам надо около 2000 вот этих вот топливных стержней, а у меня всего уже хватает по факту. И получается сколько? Если мы берем на объем 32, да, на каждый стержень, ну то есть их довольно немного на самом деле, ну давай 100 закажем. Кстати, интересно, что там наш реактор? Реактор в порядке. Вот это, кстати, на самом деле тоже нам реактор же нужно будет производить. Ну как производить? Нам надо его тоже будет сделать большим. И мы можем сделать турбину. Турбина нужна не просто так. Пока оно все там делается, вот, смотри, турбина, входы и выходы для турбин. Мы сейчас это все сделаем, потому что почему бы и нет? Ну, реально. Давай посмотрим, как оно должно все выглядеть. Оно должно, получается, выглядеть все... Вот, турбина готова. Теперь сюда надо сделать, по сути, пар. Выход отхода. Вот, выход пара. Пар это у нас химикат. Закидываем их по факту вот сюда. Во, смотри. Теперь у нас производится... Ну, у нас сейчас производится по 424 тысячи пар. И вырабатывается 32 тысячи РФ в тик. Ну, кстати, учитывая, насколько это бомжатский, что реактор, что турбина, то это прям довольно много. Короче, реактор. Давай заниматься реактором побольше. Давай писать Extreme Reactors. Берем кучу стержней
и полетели. Короче, друзья, 132 день, я намучился очень сильно, но у меня наконец-то все получилось. У меня получилось взять вот такой вот большой реактор. Вот, получился он 18 на 18, получается, по объемам, да, 18 на 18. И я уже подключил к нему подачу урана, вот, соответственно, тут хранится 16484 ведра топлива. Значит, что? Давайте сейчас я поставлю флаксовый разъем, для того, чтобы логично все уже выпускать. Давай тогда запустим, попробуем глянуть. У нас вот пассивный выход, получается, энергии. Давайте я сразу же поставлю сюда разъем на всякий случай и подключу его сразу же к энергии с отключением предела. И включить. Так, тепло ядра у нас поднимается, а тело корпуса тоже поднимается, температура вроде бы адекватно, но... Надо будет, понятное дело, уменьшать эту скорость в любом случае, точнее тепло. Потому что из-за того, что у нас увеличивается тепло, у нас увеличивается скорость сжигания. И как вы можете заметить, у нас топливо в целом, даже можно сказать, не тратится и вырабатывается по 2,5 миллиона в тик. И здесь, скорее всего, у нас топливо начинает, вот видишь, цианид у нас начинает уходить. Значит, нужно сюда поставить шину импорта. Да, у меня до сих пор делаются, кстати, вот эти стержни. До сих пор они у меня делаются. Я не знаю, сколько они будут, правда, здесь делаться. Только дай мне, пожалуйста, любой сундучок один. Слабенький. Вот сундук. Все, сюда сейчас, по сути, он будет выводить. Давай, выбросить все эти самые. Все. И вот, получается, сейчас мы соединим вот здесь. Дай мне кабельки. 3 штуки. Мало, надо будет больше сделать. Сколько? Да, фармится нормально. Все. Правда, почему-то, кстати, здесь энергия у меня... Но она как бы уходит сюда, да. Но она почему-то... Блин, можешь попробовать, знаешь, как сделать? Просто, видишь, энергия сюда не уходит. То есть, по ощущениям, знаешь, будто она сейчас по всем механизмам начинает расходиться. Вот, видишь, то есть энергии вообще в общем и целом ее нет. Поэтому, скорее всего, надо менять уже энергию везде. На вот эти вот, скорее всего, совершенные вот энергетические трубы. Поэтому давай мы сейчас еще 200 закажем. Ну и начнем, наверное, с малого. Начнем, наверное, с вот этой вот стороны. Вот что нам надо, смотри. Вот что нам надо. Нам надо активные выходы энергии, потому что это у нас пассивно, это не то. Ребятки, это вообще не то, друзья. Мы сейчас, получается, как делаем? Просто ставим сюда точки. Вот, смотри. И оно, по сути своей, должно сейчас... Но оно отсюда почему-то все улетает, а отсюда оно почему-то не хочет улетать. Хотя, может, просто у нас энергия уже забита и все, возможно. Да, у нас просто энергия все уже забита. Окей, давай теперь думать насчет, кстати, нашего реактора. У нас реактор потихонечку уже доготавливается. Вот, тут буквально осталось чуть-чуть. Давай начинать строить реактор из механизма. У нас в целом все для этого есть. Мы можем уже в целом взять ядерные тепловыделяющие элементы. Ну и, соответственно, самое главное, корпус ядерного реактора. Тоже самое главное. Let's go. Будет он стоять возле турбины. Я, наверное, сделаю... Блин, я не знаю. Вот, по сути, готово. Вот такой вот реактор. Теперь надо самое главное возвести этому реактору стены. Это самое тяжелое будет, скорее всего. Вот, смотри. Мать кубик, конечно. Я тебе говорю. Ха-ха. Теперь мы берем очень много стержней, получается, вот этих вот крутых. Да, ну, кстати, у меня их всего лишь... Ну, нормально, на самом деле. И сейчас мы ставим это все внутрь. В абсолютно понятном для всех вот таком вот порядке, да, то есть никаких там шахматных, не шахматных порядков здесь нету, просто вот так вот себе спокойно заставляем это все абсолютно тепловыделяющими элементами. Все, теперь по факту закрываем это все стержнями, ну и по сути все будет готово. Короче, друзья, прочитал я Вики.
нам надо максимум 16 на 16 на 16. Поэтому сейчас мы берем мой карьер, берем точечку, идем вот сюда, берем сейчас каждого по одному блоку, вот этому вот, и сейчас будем говорить то, что пусть он это нам копает. Я, кстати, еще получил один плащ обсидиан, чтобы палочка моя не ломалась, то я все время заколебался это все ломать. Поэтому я сделал так, чтобы она у меня не ломалась. Вот эту штучку сделал, вот этот вот шаблончик. И, соответственно, да. Ну и все, да. Придется просто ждать. Он сейчас потихоньку начал это все выдобывать. Вот, можно заметить, да? Видишь, он начал потихоньку добывать это все. Что у нас, кстати, тут наш этот ядерный реактор говорит? Все нормально. Энергии запасся. Производит 3,7,5 миллионов FE в тик. Мы, по сути, можем уже начинать готовиться к... Ну, как готовиться? Мы уже можем по факту создать... точнее, не создать, а уже начинать создавать вот это вот хранилище специальное. Но для него нужен литий. Литий — это жидкий литий, который производится с путем обработки, соответственно, лития, которая делается с помощью теплового испарителя. Вот, установка Вот, установка, вот. Мне нужно, получается, 33 блока теплового испарителя. В целом это довольно легко, на самом деле, кстати. Потом вентиль, соответственно, и... ну, сами блоки я уже в целом сделал. Теперь давай смотреть, как ему что надо. Установка термического испарения — это мультиблок, который принимает воду и использует тепло для ее превращения в рассол. Вот такая у него система. Теперь нам куда-то нужно эту всю систему расположить. Блин, надо взять сейчас кучу булыжника просто и сделать нормальную платформу. Я заколебался без нормальной платформы сидеть. Все, вот здесь у нас будет вот эта вся производиться система для хлора. Соответственно, у нас... вот здесь уже есть в целом гайды, то, как оно должно выглядеть. То есть каркас 4 на 4. И заказать также 8 вот таких вот солнечных панелей. Зачем? Сейчас я вам объясню. Смотри, мы сейчас ставим вот так. Сейчас того, видишь, машинка, она поняла то, что это то, что ему надо. Вот, все, 2 машинки у нас есть. И теперь смотри, условно мы сейчас ставим еще один вентиль условно вот сюда, для того, чтобы вся эта система заработала. И один конденсатор получается на выходе, точнее вентиль. Далее мы ставим, допустим, вот сюда нашу раковину. Отсюда мы говорим ей то, что надо подавать водичку вот в эту систему. Вот, как видите, она сюда пошла. Мы сейчас сюда ставим 4 солнечных панели. И сейчас эта энергия, точнее, тепло пошло в производство рассола. Рассол — это у нас жидкость, поэтому мы говорим то, что вот отсюда ты, пожалуйста, эту жидкость выводи вот сюда. Как вы можете заметить, рассол сюда пошел. Сюда, соответственно, мы также ставим, что правильно, солнечные панели для того, чтобы начался вырабатываться жидкий литий. Чем больше тепла, тем больше скорости выработки нашего лития. Теперь нам этот литий буквально нужно будет закинуть до конденсатор вращения, точнее, чтобы он перерабатывал нам этот литий в жидкий литий в химический литий. И после этого перекидывать в химический кристаллизатор, дабы он перерабатывал этот литий в литиевую пыль. И он, соответственно, начинает делать у нас уже литий. Только сейчас нужно это все подускорить. Вот, литиевая пыль. Теперь, соответственно, мы сюда сейчас ставим шину импорта и выводим просто вниз все красивеньким, незамысловатым образом. Теперь это, по сути, реально бесконечный производчик, да, производитель лития. Но, понятное дело, то, что, смотри, проблема в том, что у нас, как видите, не хватает тепла для того, температуры, да, не хватает для того, чтобы вырабатывалось гораздо больше нагрева, да, так скажем. Для этого как раз и существуют провода вот эти вот, теплотрасса для, соответственно, передачи условно вот с солнечных панелей, с других механизмов, которые вырабатывают нагрев, в вот такие вот машинки. Но в целом и так довольно нормально, потому что у нас и так в целом довольно лития до хрена. Тем более он идет даже в плюс, поэтому мы можем по факту даже делать гораздо больше этих химических кристаллизаторов. Но не суть в этом. Смотри, мы сейчас делаем что? Мы сейчас сделаем... Блин, я на самом деле даже не знаю, какую можно сделать вообще всю, по сути, систему. Если я не ошибаюсь, мы можем сделать дохренище ячеек, но главное, чтобы был поставщик.
да, то есть условно поставщик у нас будет энергии для того, чтобы он принимал энергию и отдавал энергию. Это у нас находится, если не ошибаюсь, не в механизме, это у нас находится в механизме реакторе. Я, правда, не знаю, почему вот здесь, вот, видишь, индукционный порт. Вот, соответственно, он у нас готов уже, у нас тут уже почти все готово, потому что нужно теперь создать ячейки. Вот, видишь, индукционные ячейки помещаются внутрь AIM и увеличит объем ее хранилища. Ну, значит, тогда сейчас просто берем и заказываем, ну, до хрена. Ха-ха. Давай пока хотя бы одну ячейку закажем. Ни хрена себе там крафтов надо. Ни хрена себе там предметов надо, ты глянь. Ема. Много, кстати, так-то. И пусть у нас вся энергия будет храниться условно вот здесь. Вот, смотри, индукционная матрица у нас построенная. 9 на 9 на 9, так говорится. И сейчас, по сути, все, что нам надо, поставить 2 порта. И по факту, что еще? Ну и все, по сути, все, что нам осталось ждать, это вот у нас из того... кстати, что-то сделалось. Сделалась у нас индукционная ячейка. Спасибо. Надо подождать мне в любом случае поставщика, потому что если я сейчас поставщика не поставлю, то у меня ничего не будет. У меня же просто вся энергия туда влетит и все. И это будет целый 1 триллион, получается, ячейка, да? Ну, нормально на самом деле. Если как говорилось там в чате, ну не в чате, там написано было, как разделить, мы по сути 4 можем потратить на создание, ну на поставщики, чтобы у нас выводилось 200 миллионов. Но это смотря по SPF, конечно. Это будущая наша сейчас задача будет, это SPF-ки. Это вот эта вот штука, но после реактора, естественно, потому что там реактор нужно сделать. Вот, СПС точнее. Вот, антиматерия. Потому что для антиматерии понадобится очень много на самом деле. Вот, каждая супер заряжающая катушка может передавать 400 миллионов FE за тик. И нам понадобится их целая куча для антиматерии. Но вдумайтесь, да? Если нам надо 400 миллионов FE в тик для лишь одной, то это, ну, моего реактора на это вот этого бедненького, хлипенького не хватит. Он производит всего лишь 3,7 миллиона, поэтому это его явно не хватит. Сколько ты добывать будешь, что все? 24 тысячи уже сломал. Блин, ну он очень долго добывает, очень долго. Ну давай проверим нашу, соответственно, энергетическую ячеечку. Давай, смотри. Сейчас мы делаем бульк, 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 бульк. Во, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сколько сейчас туда энергии залетает. Ой, отсюда вылетает. Тогда осталось лишь ждать, пока сломается вот эта вся тема. И вот, смотри, тут она сломалась уже чуть-чуть. Да, и все. И по сути мы сможем поставить очень крутой реактор 18 на 18 на 18. И потом надо будет еще турбину, кстати, улучшить. Кстати, насчет турбины. Давай посмотрим. Значит, я прочитал минимальный, точнее, ну, размер турбины максимальный 17 на 17 на 18. То есть, соответственно, 17 в ширину, 17 в высоту и 18 в высоту, 17 в ширину и длину. Вот, поэтому, да. По сути, мы сейчас просто ждем, пока у нас добудется весь реактор, и можно это все строить. Фух, ну что же, снеслось, наконец-то. Теперь мы вот эти все, по сути, приколдесы можем отсюда убирать. Давайте я сейчас сразу же, наверное, пойду позабираю все предметы, связанные с реактором. Что я буду сейчас делать? Я еще хотел сейчас взять довольно много булыжника, и хотелось бы ее сейчас увеличить, для того, чтобы все реакторы у меня успешно поместились сюда. Почему я говорю все? Потому что я их буду делать 2. Один, получается, у нас будет создавать, логично, плутоний, а второй, соответственно, полоний будет у нас создавать. Во! Все, видишь, ядерный реактор готов. Теперь в теории нам нужно, правда, ему поставить сейчас будет... Ну смотри, так как этот у нас гораздо больше, то здесь, скорее всего, мне хватит... Ну сколько портов? Я здесь в теории... ну я и так здесь могу закинуть всего лишь 4 порта. В целом хватит, я думаю. Ну и сюда, получается, будет у нас лететь 8 портов. Это у нас будет создано для ввода топлива, для ввода воды, в особенности воды. Поэтому нормально. И давай, соответственно, здесь также сейчас сделаем ту же самую систему, что и там. И вуаля, тоже, как, соответственно, видите, заработало. Все, в теории у нас реакторы полностью готовы к работе.
причем оба реактора. Но теперь самое страшное и самое важное, это нужно подавать, соответственно, воду. Ну вот я сделал 24, я думаю, 24 раковины мне хватит, я надеюсь на это. И давай также мы сейчас трубы возьмем, это самое сейчас главное. Готово, вода сейчас поступает максимально быстро. В целом мы уже можем запускать. Ну, по крайней мере, только первый мы готовы запускать. Все, вода сейчас идет прям максимально быстро. Давай запустим. Сейчас он вообще ничего делать, по сути, не будет, потому что... Ну, зачем, если тут 0... Ну, 0... 0. Давай 0,1. Во. Температура у нас пошла. Вон, вода наполнилась. Давай поставим единичку. Температура стремительно пошла. Топливо уходит в минус. Но в целом это и так понятно, потому что у нас его мало в любом случае. Пара сейчас вырабатывается просто до хрена. А давай поставим, ну, двоечку. Главное смотреть за водой вот здесь. Окей, давай уже сразу не жданем 10 поставим. Так, вот видишь, теперь у нас вода уходит. То есть воды ему недостаточно для 10. Давай тогда попробуем 9 поставить. Все равно минус вода идет. 8. А вот на 8 ему прям впритык хватает. Вот на 8 прям идеально. Топливо уходит, но при этом и потихонечку должно... Да, оно потихоньку и приходит, то есть идет в теории в плюс, потому что, видишь, двоечка все время. То есть в теории все, этот реактор у нас полностью пассивный, мы даже можем сюда не подходить, потому что в целом он будет работать максимально стабильно, максимально отлично. Теперь этот реактор. Здесь, скорее всего, ему не нужно будет настолько много воды, как нужно было тому реактору, потому что он гораздо меньше, соответственно, да. Давай тоже запустим. Я, наверное, сразу же включу сюда 5. Будем сразу же с 5 начинать. Хватает 100%. Давай тогда с 9 начнем. 9 не хватает. Хорошо. 7. 7 тоже не хватает. 6. 6 вот 6 хватает. Окей. Все, в теории у нас готов полностью этот реактор для полностью автономной работы. Что этот, что тот. Нам нужно создать максимальный уровень теперь турбины, для того, чтобы она у нас тоже, ну, не просто так здесь стояла, для того, чтобы она тоже сейчас тут много вырабатывала всего. Нам нужно сразу же поставить, скорее всего, 2 турбины. Для этого нам нужно очень много чего связано с турбиной. Вот такая вот турбинка у нас будет по размерам. Готово. Теперь получается, что мы делаем? Мы сейчас сделаем, соответственно, вот такую вот обводку для данной турбины. Далее прямо по центру, вот у нас центр. 1, 2, 3. Надо поставить 14 этих роторов турбины. И их, получается, все закинуть лопастями. Вот, смотри, какая красота. Далее, естественно, нужно поставить по центру вращательный комплекс вот здесь. Теперь нужно поставить в линию 7 электромагнитных катушек. Ну и, соответственно, нужно сейчас поставить куда-то клапана. Я не думаю, что их в целом будет как-то сильно волновать, откуда оно будет все идти. А мы должны поставить на блок пониже наши рассеиватели, поэтому имейте это тоже в виду. Теперь нам нужно вентили турбины расставить, соответственно, так же само, как и в рассеивателе давления по абсолютно всему периметру нашей турбины. Я, правда, не знаю, сколько у меня, 52 штуки. Этого маловато, надо гораздо больше. Столько же получается вентилей. Извините, нам там нужны не вентили турбины, а насыщающие конденсаторы. Извините. И вот уже сверху мы должны ставить вот эти вот вентили турбины как раз таки. Готово. Во, смотри. Она уже начала работать, кстати. Уже начала вырабатывать энергию. Есть максимальный вход пара. И у нас генерируется по 40 миллионов, миллиардов, миллимонов. Много, короче, энергии в тик. 40 миллионов. Кстати, на самом деле это прям очень много, я бы сказал. Давайте мы сейчас возьмем разъем один. Готово. И втыкнем его для того, чтобы у нас отсюда энергия эта вся уходила, соответственно. И бум. Все, вся энергия отсюда должна сейчас улетать, наверное, да? Желательно нам, конечно, отсюда еще как-то воду выводить, да, для тех же самых реакторов. Ну, а в целом это небольшая беда, я думаю, поэтому можно пока остаться и на раковинах. Теперь самое главное, вот это вот переработочная вся система. Значит, смотри, что мы сейчас сделаем. Сейчас нам, по сути своей,
Блин, нам бы желательно, кстати, еще бы сделать, да, нам желательно еще порты бы сделать 2. Все, 2 порта есть. Теперь смотри, мы сейчас отключаем генераторы для того, чтобы, естественно, отсюда сейчас, точнее, поставить сюда раз порт и условно вот здесь 2 порта. Все, можно их обратно запускать. Так, видите, они работают. И теперь просто нужно их настроить на то, чтобы отсюда был выход отходов. Что здесь, что здесь. Все, теперь мы ставим, по сути, свой солнечный опреснитель, который у нас будет перерабатывать само топливо для полония, да. Сейчас сделаем переработку. Видите, полония очень много. Теперь мы этот полоний сейчас будем с помощью еще флюорита перерабатывать в полоний, соответственно. Теперь же нам нужно сделать переработку чего? Теперь нам нужно сделать переработку для плутония. Для плутония она выглядит каким образом? В целом такой же самый, кстати, крафт по факту, но для него надо изотопная центрифуга. Во, отлично. Пожалуйста, готово. Здесь всего в целом хватает. Все, давай тогда сейчас займемся более насущными вопросами. Они у нас какие? У нас они связаны с СПС-ком. Я, честно говоря, не знаю, сколько нам точно надо. 60 SPF корпуса. Ема. Смотри, супер заряжающиеся катушки, да? Но мы в целом это можем спокойно сейчас реализовать. Далее, соответственно, SPS-ки порты. Далее у нас корпус и полиэтилен. Здрасте, приехали. Ой, полиэтилен это будет тяжело на самом деле, потому что это у нас обычный полиэтилен, а для этого нужен субстрат кислорода и субстрат, точнее, кислород и жидкий этилен. Жидкий этилен это у нас обычный этилен, который делается с помощью биотоплива. А биотопливо в ту же очередь это любое растение. Это в теории тот самый кактус, которого у нас довольно много, который делается с помощью песка. Мы, кстати, можем тратить, вот смотри, мы можем вот это биотопливо делать, да, с помощью морского огурца. Далее с помощью, соответственно, кактуса мы можем делать биотопливо в дробителе. Скорее всего, с помощью ламинарии мы также можем делать, да? Да, тоже, кстати, по 2. Но я думаю, нам этого хватит, даже можно морские огурцы. Хотя морские огурцы мне просто в целом не нужны. Для полиэтилена нам что надо? Нам нужно вот эту вот систему для полиэтилена, точнее, для полиэтиленового листа, подожди. Для полиэтилена нам нужна вот эта система кислород. Кислород у нас где-то вот здесь вырабатывается. Вот, да, у нас его, кстати, даже переизбыток, поэтому мы его можем использовать в целом для создания механизмов. И я бы хотел, знаешь, что еще сделать? Я бы хотел сразу вот это сейчас сделать. Я, конечно, не знаю, сколько можно запихнуть. Один всего лишь. Давай я штучек 20 сейчас сделаю за раз. Сейчас просто увидите, почему и зачем я это хочу сделать. Я сейчас беру 20 штук и делаю просто вот так. Ты слышишь хотя бы хоть что-то сейчас? Тишина. Кто пердит? Какой-то кто-то есть... Ага. Ты пердишь. Ну ладно, ты пусть попёр. Тишина и спокойствие, слава богу. Окей, давай смотреть. Значит, нам нужен кислород, для этого нужна герметическая реакционная камера. Окей, хорошо, давай разберемся с жидким этиленом. Для этого нужен обычный этилен. Для него еще нужна одна герметическая реакционная камера, кстати. А для него уже нужно биотопливо, для которого, кстати, нужен водород. А водород, кстати, у меня вот делается, смотри, он у меня как раз уходит отсюда. Это же вообще гениально! Ватсон, это же гениально! Я знаю теперь, куда я водород могу тратить. Ха! Спасибо. Значит, смотри, сколько? Раз, два и, соответственно, что? 2 получается, да, нам надо? Да. 2 реакционных камеры нам надо. Далее, получается, 1 конденсатор вращения. И, ну, обогащающий, понятное дело, это нам не сильно надо, потому что обогащение у нас так в целом нормально. И, соответственно, биомассы сейчас мы тоже сделаем через шины импорта и экспорта. Дальше давай пока разберемся с биомассой. В целом, я думаю, то, что я могу что кактусы, что ламинарию запихнуть просто в шины экспорта. И все. Мы сейчас просто, вот, дробитель у нас есть. Дробящий, да? Мы сейчас просто, вот, дробящий механизм ставим просто сюда одну шину экспорта и кидаем ламинария кактус.
Все, просто соединяем это все системой, и оно начнет сейчас сюда автоматом закидывать еще и кактус ламинарий. Но желательно, конечно, выход подускорить, потому что выход у нас тоже, к сожалению, не сильно шибко большой. Все, и нужно также сюда подключить вход с... ну вход снизу и так у нас есть. Вон, 700 штук, порядок. Отлично, теперь смотри, для субстрата нам нужна вода и водород, а тогда мы сейчас просто ставим просто герметическую станцию, да, сколько здесь механизмов? 2-3 механизма. Значит, нам в теории надо на 3 механизма по 24 улучшения сделать каждого. Отлично, и конденсатор вращения также дай мне, пожалуйста, спасибо. И совершенных проводулек дай мне для химикатов и энергии, спасибо. Теперь смотри, нам нужно выводить и кислород, и водород в герметическую станцию. Вот, сюда закинулся у нас гидроген водород, так называемый. Сейчас еще, кстати, нужно взять и водичку сюда подкинуть. А у меня все до сих пор через эти трубы тут стоит. Я что, дурак, это все сюда через эти трубы закидывать? Ладно, вот, все, вода и гидроген. Теперь сюда, соответственно, нам нужно сейчас будет пихать очень много биотоплива, для того, чтобы у нас уже начался делаться субстрат. Только, блин, ну ладно, в целом ничего страшного, здесь вход у нас будет, вот, все. Только теперь еще самое страшное, сюда нужно подключить как-то энергию. Теперь нам, получается, нужно выводить субстрат отсюда с помощью шины импорта. Вот, соответственно, он уже выводится. Сюда желательно, конечно, подкинуть скорости, потому что сейчас сюда пойдет улучшение. На, держи. Но пока, конечно, только энергия, но через некоторое время еще и скорости сделается. Ну ладно, хотя бы 23 есть. На тебе побольше скоростей. Во! Теперь нам нужно как-то отсюда выводить этот жидкий этен. Вот, сюда он, получается, уже заходит. Этен нам нужно сделать жидкий. Сюда, по сути, тоже мы сейчас подкинем улучшений. Вот, и оно начало производить жидкий этен. Теперь это, по сути, жидкость, которую нам нужно передать в еще одну вот эту вот герметичную станцию. Готово. И сюда же нам нужно будет подать сейчас, соответственно, субстрат. Да, субстрат же, по сути, да, субстрат. Оно начало работать. И все. Ну еще импорта, конечно, одну шину нужно сделать. Для того, чтобы оно как-то этот этилен выводил же, логично. Готово. И у нас теперь идет переработка большого количества этилена. Теперь, конечно, я бы еще немножко шума бы поднакинул еще чуть-чуть, чтобы у нас это все не кричало. Все, тишина да гладь. Мы уже можем заказывать, по сути, своей камеру обогащения, да? Вот, все. И в теории мы уже можем начинать делать SPF-ки, наконец-то. Ну, конечно, нам плутоний нужно сейчас взять для достижения. О, плутоний, не полоний. Как я и говорил, то что там был полоний, не плутоний, здесь плутоний, не полоний. Порты. SPS порт. Давай сразу же посмотрим, сколько нам надо. 4 порта. Давай, пусть делается. Далее, соответственно, 60 корпусов. Ага, не хватает полония и не хватает полиэтилена. Ну, полоний, да, полоний мы, скорее всего, долго ждать будем. Потому что полония, видишь, прям его недостаточно сильно. Ну, можно пока порт, точнее, забрать. Вот, у нас уже там закончились некоторые квесты даже. Катушка, кстати, точно, может, для катушки мне хотя бы ресурса хватит? Давай закажем, да, нам хватит. Вопрос, а что тогда насчет полония у нас? Полония у нас вот здесь делается. Блин, полония прям, да. Не, подожди, у нас... Зачем ты отсюда делаешь? Подожди! Нам отсюда надо делать полоний, а вот отсюда плутоний. Йоу! Давай тогда подускорим всю эту систему. Ну блин, там воды, я вроде помню, не хватало. В BSB сейчас сделаем. Все, вода добавляется. Отлично. Но мы сейчас даже еще один выход добавим. Вот. Теперь давай, допустим, 25. 25, скорее всего, да, вода быстро уходит, поэтому нужно сейчас как можно скорее добавить еще воды. Так, помедленнее, но все равно уходит. Вот здесь она уже пошла в плюс. Медленно, но пошла. Потихоньку, помаленьку идет вперед. Окей, мне это нравится, но я бы хотел еще поддобавить. Не знаю, получится ли. Вроде да, больше стало выводиться. Окей. Давай смотреть, сколько теперь у нас вырабатывается полония. Гораздо больше и гораздо быстрее. Меня это не может не радовать. Значит, смотри. Для SPS-ки корпуса.
60 корпусов. Нам не хватает до сих пор полония. 104. 104 полония. На самом деле, по сути, это просто нам осталось лишь ждать. А что у нас там до сих пор не готово, да? Потому что он ждет, пока изготовится золото. А почему? Или сейчас ты хочешь сказать, вся плавильня занята? Нет. А что ты золото-то ждешь? Ты умный. Че он золото ждал, я не пойму. Все, смотри. Ячейка. Это в теории именно ячейки. Поэтому, если я сейчас вот это все сюда добавлю, скорее всего, здесь будет сейчас просто очень много энергии. Да, 18 триллионов. Фу, много. Очень много. Ну и здесь золото, кстати, тоже забагалось. Прикинь, ситуация. А чё насчет СПФ корпусов, друже? Скажешь мне? Хватает мне или нет? 39 полония осталось. Окей, раз уж мне осталось 39 полония, тогда давай мы сейчас займемся чем-то другим. Я бы хотел, во-первых, сейчас взять кучу факелов, для того, чтобы сейчас себе осветить всю территорию, потому что если я сейчас включу, видишь, в чем прикол? У меня сейчас очень много мобов спавнится, я бы хотел это все сейчас осветить. Для того, чтобы у меня мобы здесь не спавнились. Все, вроде бы я все осветил. Отлично. Что я, значит, сейчас предлагаю? Катушки, кстати, есть, тоже можно сюда запихнуть. По сути, нам сейчас осталось лишь дожидаться нашего полония, да, потому что у нас сейчас... Ну, нам не хватит, скорее всего, да. 15 штучек осталось. Давай тогда Draconic Evolution начнем распахивать, потому что пора его уже тоже потихонечку распахуивать, так скажем. Что нам для самого начала надо? Базовое ядро. Самое базовое, самое начальное, самое, так скажем, ублюдское, самое слабое, самое ненужное, самое маленькое, самое... Ой, да. Давай сразу же, наверное, после него сейчас закажем ядро Виверны, потому что у нас в целом тоже для него все уже почти его достаточно. В смысле? А как? Ну да. У нас уже в целом для него тоже все есть. Поэтому давай мы сейчас закажем одно ядро Виверны и одно ядро дракона. Вот. Сразу же 2 квеста, я думаю, можно завершить. Давайте наполняющий вот этот вот камешек сделаем. Ядро слияния, так называемое. Потому что для него в целом у нас тоже уже, можно сказать, все есть в наличии. Готово. Дай угадать, для тебя не хватает... нет, ладно, для тебя хватает золота. Далее базовый уровень. Самый базовый минимум. Самое начало, самый база. А вот, собственно, как оно все делается. Нам понадобится, если не ошибаюсь, 10 штук таких инжекторов. Поэтому мы сейчас и возьмем 10 штук. Скорее всего, по квесту, конечно, он скажет, что ой, сделай драконьевый сундук. Ой, сделай базовый энергетический кристалл. А я тебя делать буду, потому что мне надо квесты закончить. Смотри, что нам надо. Нам надо... Сейчас, конечно, подожди, еще рано. Давай возьмем какой-то очень, прям... страшный блок, вот всемодиевый. И вся эта субкультурщина с Draconic Evolution у нас будет происходить где-то... вот тут она будет происходить все. Значит, смотри, что нам надо. Нам поставить нужно любой блок, на него нам нужно поставить ядро слияния. И теперь в радиусе от 3 блоков, то есть условно можем вот так поставить, нам нужно поставить эти вот инжектора слияния. Конечно, желательно какие-то бы еще блоки бы сюда подвзять. Имейте в виду то, что все нам это нужно не просто так, а для того, чтобы сейчас сделать очень интересные вещи. Смотри, у нас готова полностью вся вот эта вот структура. Теперь нам желательно взять одну точку и желательно совершенные энергетические провода. А также давай сразу же возьмем условно ресурсы для вот этого вот крафта. Сейчас мы как сделаем? Нам нужно подключить сейчас энергию для каждого из этих инжекторов, для того, чтобы они, напитались энергией, соответственно, да, думаю, логично. Делаем мы это будем прямо вот по центру. Все. Далее мы, можете заметить то, что здесь у нас есть режимы стак. Мы можем сейчас поменять его шифтом на один предмет, потому что нам в целом так и надо сделать, для того, чтобы расставить предметы в эти инжектора для, соответственно, самой зарядки. Если что, имейте в виду, вы можете ставить в абсолютно хаотичном порядке предметы, здесь никакой-то схематики нету, поэтому можно ставить абсолютно в любом порядке. Открываем ядро слияния, у нас вот такой вот интерфейс, можно сделать его светлым, можно темным, и закидываем сундук. Как можете заметить, я все сделал правильно, и мы готовы начинать создание. Нажимаем кнопку начать, зарядка будет происходить довольно быстро, потому что у нас энергии хватает, но все упирается в инжектора. Вот видишь, у нас всего лишь 200 тысяч энергии хранится в одном инжекторе, да, то есть
чем сильнее наши инжектора, тем у нас будет, соответственно, быстрее происходить крафты. Вот видишь, крафты готовы. И вот такой вот у нас интересный, его даже без шейдеров можно глянуть. Или вот шейдерами можно глянуть. Такой вот интересный, красивый у нас происходит крафт с такими вот красивыми молниями. И мы получаем драконьевый сундук. Это на самом деле довольно очень хорошая штука. Правда, шейдерами он почему-то не работает. Вот как он выглядит без шейдеров. А довольно очень хорошая штука, потому что для модов, где нету, точнее, ну, там, где нету модов на всякие механизмы и прочее, довольно важный сундук, потому что, во-первых, здесь очень много места. Во-вторых, этот сундук может делать автосмелт благодаря фильтру. И благодаря конденсаторам наполнять энергию, мы можем просто подключить к нему энергию, да, вот условно, если я его сейчас сломаю, подключу сюда, вот видишь, энергию он напался. И, соответственно, мы здесь и создавать можем. Вот, и вот такие вот у него есть возможности. Не знаю, понадобится ли он, конечно, кому-то в этой игре или нет на этой сборке, потому что я не думаю, что кому-то это надо, но, может быть, кому-то, когда-то это и пригодится. Но мне не надо. Далее по квесту. Тир Виверны. Ну, да. Вот такой вот крафт нужен. В целом вообще не замысловатый, максимально легкий. Делаем все максимально просто. Меняем сейчас некоторые на стак, потому что сейчас мы сюда будем закидывать стаками. И меняем вот эти условно два инжектора. Да, сейчас мы сюда закидываем крафт. Вот, все, пошла зарядочка у нас. Она будет происходить, конечно, долго, муторно, потому что пока эти вот провода сейчас будут передавать энергию. Ну, это просто проблема в самих слияниях, потому что они очень медленно энергию всю получают. Ну и вот, два у нас готовы, да, мы можем сейчас их поставить условно вот сюда. И даже вот условно сейчас сравнить мощность. Да, вот эти вот убрать и поставить вот эти вот. И просто, смотрите, у нас все должно немножко побыстрее начать это все делаться. Но вроде бы чуть-чуть быстрее начало все делать это. Но здесь и начинается самая интересная маленькая проблема. Смотри, для того, чтобы нам получать пробужденный драконий, нам нужно сделать вот такой вот крафт. Для него нужно сердце дракона, которое добывается, соответственно, с дракона обычного из энда. Для того, чтобы нам не страдать этой всей фигней, мы можем сделать семена возбужденного дракония. Вот, с помощью создания. Вот, видишь, мы можем это спокойно сделать, мы можем это себе спокойно позволить, потому что у нас инсания довольно много, но один раз, соответственно, нам нужно будет в любом случае сделать этот крафт. Готово. Все у меня инжектора теперь виверного уровня, и давай, что же, сделаем свой первый дракониевый вот этот вот уровень. Для него нам нужно всего лишь 6 ядер обычного дракона и одно сердечко, которое вот оно у меня одно единственное. И вроде бы, если я не ошибаюсь, 4, да, драконьевых блока. Теперь мы по центру кладем 4 блока. Здесь, конечно, нам нужно сейчас будет поменять все на один предмет. Ну, а здесь без разницы, здесь все равно будет так. Все, начинается процесс. Ну, логично то, что процесс будет у нас делаться максимально быстро, потому что у нас хорошая уже энергия, слава богу. А, кстати, пробужденный драконьевый блок заказывали? Пожалуйста. Давай возьмем сейчас инсаневую эссенцию. У нас ее хватает вполне себе. Возьмем сейчас все блоки на самом деле переделаем, потому что они вроде бы... но они нам нужны будут для инжектора слияния дракона. Но в целом это не сильно большая беда. Мне сейчас нужно семя основы процветания. Во. Желательно, конечно, нам сделать побольше таких семян, потому что нам нужно будет много дракония. Но все упирается у нас в инсаневую эссенцию. Но у нас как раз есть на 2 семечка. Ну хотя подожди, зачем? У нас же будет оно дюпаться, да? Ну, увеличиваться в размерах, поэтому не беда. Делать у нас семена пробужденного дракония. Спасибо большое. Давай посадим возле нашего звездонезера. Вырастать оно будет за 1,5 минуты. Ну, давай мы это, конечно, немножко подускорим, чтобы оно побыстрее все выращивало. На самом деле нам бы желательно куда-то еще понасаживать эти все семена, потому что они нам довольно сильно понадобятся в большом количестве. Конечно, все дерево я бы отсюда не убирал, а вот так бы хотя бы сделал. Все, а вот эту всю систему можно запихивать вот сюда. Готово. И, кстати, желательно бы там увеличить скорость, потому что здесь у меня сейчас стоит прудентивое улучшение до сонариевого улучшения. А ну давай. Вот.
вот это уже я называю скорость. Только дай мне, пожалуйста, теперь карту ускорения, потому что сейчас, мне кажется, он немножко подзабьется. На, держи на выход побольше карточек. Все, видишь, теперь оно здесь гораздо все быстрее делается. Мне это нравится, спасибо большое. Далее, насчет СПС-ки. Я надеюсь, я уже могу заказать 60 корпусов-то. Слава богу, спасибо большое. И структурного стекла дай мне, пожалуйста, 2 стака. Ага, булыжник закончился, прикинь. Окей, значит, булыжником у нас явно теперь проблемы нету. Дай мне, пожалуйста, тогда структурного стекла 2 стака. А тут я расслабился что-то. И СПС корпусы, наконец-то, готовы. А я, хорошо. Что? Что мне ты там засчитала? Все уже. Гранула антиматерии. А, она же мне выпала, кстати, да, точно. Она же мне выпала с лутбокса. Я забыл. Давай строить СПФ-ку. Стекло у нас тоже уже готово. Это у нас тоже уже готово. Давай где-то здесь. Да, будет оно символически выглядеть, все, я думаю. Строим СПФ-ку. Для начала круг получается вот такой вот незамысловатый. Ну и здесь заделаем все стеклом. Вуаля, готово. Фух, теперь самое интересное, самое страшное одновременно. Нам нужно туда как-то подать полоний. Причем весь абсолютно. Самое интересное, как мне отсюда весь этот полоний подать? Вопрос. Очень интересный вопрос. В теории нам полония надо довольно много. Нам, конечно, понадобится очень много вот этих вот химикационных труб. И также я хотел, пока оно будет все делаться, хотел дракоником дальше заняться. Драконик, Evolution, вот. Что нам, по сути, надо еще? Конденсатор, понятное дело. Давай вот эту вот штучку тоже сейчас сделаем, чисто так для квестика. Ага, драконья пыль закончилась. Вот тебе и здрасте, вот тебе и приехали. А тогда знаешь, что мне сейчас надо от тебя? Мне сейчас нужно, чтобы я телепортировался в Энд. Да, для того, чтобы в Энде забрать весь эндерняк, который добыл у нас механизм шахтер. А ну давай пойдем посмотрим, где он там копал. Во, сколько здесь накопало? Довольно много. Много двойных. Не, ну в целом... Не, на самом деле я сюда могу все равно реактор поставить. Точнее, шахтер ему поставить. Кстати, у меня как раз есть здесь и точка. И этот самое. И шахтер. Знаешь, что, правда, я бы еще хотел бы сделать? Я бы хотел, чтобы он добывал руду драконьевую. Вот, драконьевая руда Энда. Мы сейчас поставим здесь шелковое касание. Поставим сюда этот же ящик, по сути. Вот, на выход условно вот сюда. Вот, она будет сюда, понятное дело, весь эндерняк закидывать. Вот, на тебе энергия. А, подожди, это разъем. Это не то. А, у меня точка с собой есть. Слава господи. А ну, давай запустим. 130 тысяч. Я не думаю, что сильно много здесь будет драконьевой руды, но зато будет здесь очень много эндерняка. 41 тысяча с половиной может храниться, то есть 512 скомпрессованных эндерняков. 130 здесь может всего добыться, значит у нас будет немножко перебор. Но ничего страшного. Давай тогда вести все химикаты. Все химикаты вот отсюда. Я, наверное, даже как-то попробую сейчас с паласа все это провести. Потому что я не хочу это, чтобы велось как-то очень максимально через всю базу. Поэтому будем это все вести сейчас через пол. Вот уже оно прям вот ровненько. Давай туда-сюда мы сейчас выводим вот это вот царство. Восстание из царства пепельного огня. Все, полоний сюда уже полетел. То есть в теории мы сейчас можем просто взять еще одну, соответственно, точечку можем сейчас попросить. Вот, отключаем предел. И все, а новой энергии уже пошло. Но прогресса, видимо... ты, скорее всего, хочешь, чтобы я вот так сделал. Ема! Да, но хочет, чтобы я так все делал. То есть еще одна точка. Но подожди, а интересно, если я сюда сейчас поставлю предел включить, во, 800 тысяч. Вот, пусть оно по 800 тысяч перерабатывает. Да, то есть 1 600 000 оно будет использовать. Нормально. Оно, конечно, максимально медленно сейчас это все будет делать, потому что у нас не хватает скорости полония. То есть теории смысла в добавлении скорости у нас, ну, по сути, своей нету. Нам надо 1000.
1000. Окей. Давай тогда заниматься далее Draconic Evolution. СПФ-ка пусть у нас сделает антиматерию, пока забудем. А пока займемся Draconic Evolution, продолжим. Для того, чтобы нам его продолжить, нам нужно создать дракониевое ядро. Для него нам как раз таки надо уже очень много звезд. А в целом, для того, чтобы нам улучшить далее инжекторы до драконьего уровня, здесь нужно будет целый блок. Ага. То есть в теории без разницы сколько. А зачем мне тогда драконьевые... ну логично, зачем мне они нужны будут, понятное дело, для условно пчелы, кстати. Для посохов и для вещей вообще из дракона. То есть нам нужно сейчас 4 ядра виверны в теории. И одна просто звезда. Ну и слитки, соответственно, вот эти вот пробужденные. 4 штуки. Все, в теории у нас уже все готово. Давай. Подожди. Да, все нормально. Все нормально. Вот смотри, бом. Все, зарядка пошла. Далее, следующим образом мы уже сможем сделать и конденсатор. Кстати, кристалл нужно будет забрать для квеста. Они почему-то у меня не засчитались. Давай, сейчас мы это сделаем. Я их даже не у нас же драконьевая пыль закончилась. Точно, я вспомнил. У нас же закончилась драконьевая пыль. Как я забыл. Дурак. Тогда нам нужно вент сейчас. Сейчас мы попробуем посмотреть, сколько он... ну скорее всего ничего не происходило, потому что у меня стоит... Он у меня не прооруженных чанках стоит это все время, ты вдумайся в это. Ну да, то есть он руду даже не добывает. А давай я сейчас сделаю как? Я сейчас сделаю стоп, сброс, эндерняк просто вырублю. Вот, 108 руды. Пусть он руду мне сейчас просто всю поднадобывает, которую только можно. Мы в теории можем найти и кометы специальные, в которых тоже очень много руды. Но для этого нужно прям очень много шастать по энду и искать эту руду, потому что эти метеориты довольно редкие на самом деле. Но они вроде бы на тысячных координатах зачастую спавнятся. Вот вся руда добыта. Все, пусть оно сейчас идет добывать дальше эндерняк. Давай, делай. А мы сейчас пойдем попробуем найти комету. Для этого я могу воспользоваться 32 прогрузкой чанка. И где-то типа вот здесь нам нужно просто типа шастать по энду и искать кометы, да, в поисках. Но кометы, скорее всего, я здесь сейчас не найду. Скорее всего. Блин, реально, кстати, даже ни одной кометы здесь нету. Прикинь, прикол. Ох, интересный нюансик. Ну ладно, у нас зато эндерняк фармится. Мы в целом сейчас можем как сделать? Мы сейчас можем вот эту всю руду, можем ее немножко добыть. Все, давай тогда мы телепортируемся домой. Думаю, этого нам сейчас хватит для создания вивернового кристальчика. Ну и далее, соответственно, для... у меня места нету. У меня виды забились. Подожди, чем? Колчаном, кольчушкой. Ох, твое налево. Что говорит наша СПФ-ка? Почему-то не фармится у нас полоди опять. Что здесь случилось? Что здесь случилось? Скорее всего у нас топливо закончилось, друзья. Скорее всего, реально у нас топливо закончилось. Ладно. Нам не хватает триоксида серы. Я так правильно понимаю, да, нам не хватает триоксида серы. То есть не хватает здесь, я так понимаю, да. Надо тогда нам сделать побольше химических окислителей. И просто сейчас ставим 3 шины экспорта на максимальную скорость, на максимальное улучшение. И дай мне серу. Но серы, да, серы в целом хватает до сейчас момента, пока я сейчас сюда еще не закину серу. Блин, надо что-то с ней тогда делать сейчас будет. Смотри, просто я же говорю, я сейчас подключаю эту серу на вот это вот. Пошла, инженер сети, достигните 128 каналов. Спасибо. Все, сера пошла, сера идет вся в трубу пока что. Вот так. Вот, смотри, тут аж зарядилось все. Во. Подожди. Все верно, да. Сульфуросид. Все нормально. Ну подожди, теперь что говорит системка? Она теперь даже не останавливается. Фюзили-генератор. Фюзили-генератор начал работать. Ага. Подожди. Давай подкинем. 60. 60 хватает. А здесь пишется где-то, сколько ему воды надо, мне интересно. Активность кипения 0,20, теплоемкость 7 миллионов. Лимит сгорания... Я не понимаю. 80 уже слабенько осиливает. Нет, подожди.
Осиливает? Это, скорее всего, связано с тем, что температура поднялась, и, скорее всего, пара сейчас прям хватает в притырку для того, чтобы... Да, видишь, скорость потока сейчас увеличилась. Окей, ну 80 тоже вполне себе хорошо. Так-то, если честно. У нас топливо уходит, кстати, тоже впритык в плюс. И вода у нас тоже идет в плюс. Отлично. Значит, на этом у нас все и становится. А значит, сколько у нас теперь скорость выработки антиматерии? Довольно впечатляющая. 16 тысячных миллибакетов в тик. Вопрос, связано ли это с энергопотреблением? Нет, не связано. Все, тогда в порядок. Тогда вообще порядок вполне себе порядочный. Сера, беда, бро, беда. Сера улетает. Сейчас будет беда. Как получать серу с помощью угля? Причем, ага, шанс 10%. Фу. Ага, разбежался. Камера обогащения серной руды, да? Угу. Либо порох, кстати, надувать с помощью соли. Хлороводород, так называют. Хлор и водород. А жидкий хлороводород это что у нас? Не поможет, окей. То есть теория это хлорин, ну хлор и водород. Водород у нас в целом вырабатывается вполне себе, у нас его даже переизбыток. То есть теория это не беда. Насчет хлора окей. Хлор, точнее, что оно такое? Рассол. Выходит натрий и хлорин. Рассол. Но рассол в целом у нас тоже вполне себе. Вполне себе. У нас рассола достаточно. Мы в теории, у нас все впирается вот в эту вот скорость. Мы реально можем в теории просто отсюда выводить рассол и делать это всю систему по переработке для того, чтобы получать серу. Нужно это делать как можно тогда скорее, потому что сера у нас улетает чуть ли не моментально. Кстати, что у нас насчет сердечек? Да я гляну. Далее синие сердца, я так понимаю, да, вот эти вот. Яблоки и панцири. Ну, я сгонял, подожди, баубле. Ну дай 10 штук этих. Этих 10 штук? Ага, херушки. Тогда хотя бы эти будут гораздо очень... Вот это будет красота сейчас. У меня еще больше сердечек. Подожди, сера, водород, хлорид. Который делается с помощью... вот этого. И все, по сути больше ничего. То есть нам нужен электролитический сепаратор и химический наполнитель. В сепаратор. Сепаратор. Принимай. Есть. Далее, соответственно, улучшение 100%. Готово. Потом надо будет энергию подрубить. Работает. Понятное дело, куда-то натрий, правда, нужно девать. Это, кстати, еще охлаждение. Это еще и охлаждение. Кстати, я могу вот так вот сделать. Я могу просто выливать это все. Не радуемся. Хлорин. Хлорин куда? Хлорин в химический наполнитель. Бульк. Это у нас же химикат же, по сути. Химикат хлорин, естественно. Сзади выход, пожалуйста, организуй химикатов. Здесь, пожалуйста, организуй впереди приход... Без разницы, мне кажется, чего. Готово. Гидрохлорид есть. Теперь мы его в химической инъекционной камере, которая, кстати, улучшается. Значит, мы сейчас сделаем вариант вот этот. Только перед этим камера очистки. Вот, с помощью пороха. Значит, теория вот этот вот химикатик нам нужно передавать вот сюда. Химикаты, вход справа. Значит, тебе тут выход не сделан, да? Слева... выход. Во. Автосортировка 100%. И сейчас быструю тогда шину мне экспорта организуй. О, хватает! Что? Недостаточно энергии тебе? О, ты, конечно, да, молодец. Подожди, мне показалось хлорина. Хлорина, рассола. Рассола не хватает, ребята. Не, ну окей, ладно, это не проблема, можно это будет решить. Ну окей, давай тогда заберем все квесты. У нас квестов накопилось, слава богу. Давай. И раз. Квестов, я же говорю, накопилось, слава богу. У нас еще, кстати, 2 антиматерии добавилось плюсом. Все, квестов все. И давай смотреть. Мы уже можем начать драконик делать, потому что у нас в целом все для этого есть. Да, то есть мы в теории вон пробужденные семена, вон. Он уже сделать, по сути, вот самородки. Потом уже с помощью их слитки, с помощью них уже
блоки. И чтобы нам сделать 10 блоков, потому что нам нужно ровно 10, нам не хватает... А, ну у нас уже есть. Нам не хватает еще... Ну, нормально нам еще не хватает, на самом деле. Давай тогда смотреть дальше, что еще мы можем сделать. Симоди, надо идти анаптаниум добывать, реально. У нас уже осталось только анаптаниум и все. И для звезды... Что нам надо еще для звезды? Надо начинать потихонечку уже что-то делать для звезды. Да, надо потихонечку уже начинать что-то делать для звезды, потому что в целом у нас уже... Беспроводной, ничего себе. У нас уже все готово. Ну, конечно, да, нам придется распахнуть Oriteч для всего этого. Вот у нас Oriteч для этого отдельная вкладка, причем есть. Окей, что мы еще можем? Ну реально, по сути, надо, смотри, нам надо Oriteч начинать распахивать и Industrial Foregoing надо начинать распахивать. Да, вот эти два мода, которых нам надо начинать распахивать для того, чтобы все было ваушно. Энергия в плюс пошла. Точнее, не энергия, а сера. Окей, отлично. Мы можем сделать вот эту вот тему, все. Сколько нам надо, интересно? 4 на 4, 18. Стены должны быть не менее 3 блоков в высоту и максимум 18. То есть в теории у меня просто тепла, скорее всего, просто не хватает, да? Значит, нужно посчитать, сколько это выходит примерно. 4 на 4 на 3, это 48. Ну, около 48. Да, 48. Выходит блоков на 1 вот этот вот рассольник. 6 таких сделать, да? То есть нам нужно, получается, 6, да? 200 еще плюс 40 испарителей. Получается 6 контроллеров. И... ну, где-то 11 вентилей, я так понимаю. Ну, проверим. Может, нам и двоих, конечно, будет хватать. Я в этом, конечно, что-то немножко сомневаюсь, но... А вдруг? Извини, а вдруг? Все, у нас здесь, получается, и нагрев пошел, и... вот, у нас будет, получается, вот такой вот 485 миллибакетов. Оно сейчас пока вырастает, все пока растет. По сути, рассол уже пошел сюда. Вот, теперь, видишь, гораздо быстрее здесь делается хлорин. Точнее, да, все верно. Но это все равно недостаточно, я тебе так скажу, это все равно мало. Сейчас вот условно еще 2 добавится теплового испарителя, вот они уже подключились, только теперь нужно еще куда-то вентиля подключить. А что говорит тут система? Говорит то, что с каждой секундой все больше и больше. Спасибо. Но этого все равно маловато. А если я условно, смотри, мне там говорилось то, что я могу сделать стенки больше. Это типа я условно могу... Как стенки больше? Это в какой интерпретации они говорят? То есть я могу условно сделать сейчас... ну так не работает. Черт, ну ладно, придется тогда делать вот так. И условно сюда поставить контроллер? Да, смотри, реально. Тогда давай мы сюда сейчас подкинем тебе водичку. Вот, все. Рассольчик, давай, улетай. Все. Производство 160. Здесь сколько? 200. То есть, по сути, здесь не увеличивается так таковая мощность толком. Она здесь не увеличивается. То есть, нужно больше нагрева давать. Подожди, может вот эта штука нужна ему, кстати? Ну давай мы сейчас ее попробуем, по сути. Ну давай попробуем сюда вот поставить условно. Вот. У меня есть какой-то вот устойчивый нагреватель. Температура. Давай 400 поставим. Используйте 400 FE тик. Ага, подожди. Сейчас, смотри, у нас сейчас тут вырабатывается 296 тысяч тепла. Мы сейчас, допустим, сделаем 300 FE. Смотрим. Она не подается почему-то, эта вся система сюда. Может, тебя прям надо вплотную к клапану поставить? Давай я 1000 FE дам. Ну, вроде увеличивается, кстати. Давайте 10 тысяч дам. О, заработало. Смотри, как производство выросло резко. А оно сейчас не лопнет от того, что будет сильно большой наплыв энергии на него? Да, видимо, сильно много. Давай 5. Все равно, смотри, много. Но зато сейчас, по сути, должно тут прям очень много вырабатываться. Во, смотри. Вот, у нас производится сейчас 1400 миллибакетов. А если я условно сейчас увеличу этот бойлер? Да, смотри, оно больше становится, чем больше я делаю стенок. Давай тогда еще на 1 уровень выше сделаем.
И еще на 1 уровень больше сделаем. Сколько теперь? 2500. Высота 9, смотри, видишь, всего лишь высота 9. То есть я могу еще на 9 слоев его повысить. Ага, рассол забился. И теперь температуры ему не хватает. Ага, у нас сейчас есть... Ага, все, теперь ему уперлись в электрический сепаратор. А я вот еще один добавил. Смотри, все равно в плюс. Теперь вот этого механизма не хватает. Короче, нормально. Теперь хватает рассола 100%. Производство, правда, падает, потому что температура падает. Но, допустим, могу сейчас до 10 тысяч FE подкинуть. Это не беда. Вот, видишь, пошла все больше и больше выработка. То есть теория от вот этих вот смысла 0. Вот, смотри. Теперь стало гораздо лучше. Хватает ли, интересно, рассола? Да, смотри, он прям... Он остановился. То есть его прям впритык хватает, я так понимаю. А хотя нет, все равно у нас... Да, у нас все опять-таки упорелось в выработку. А что у нас тут вся система это говорит по серии? Пока вроде норм. А реактор по топливу что говорит? Реактор по топливу говорит то, что все очень плохо. Прям очень плохо. Ему прям очень не хватает топлива. Ну и давай двигаться тогда за другими модами, которые нам нужны уже для АТМ звезды. Да, желаю квесты сейчас все заберем, понятное дело. И давай смотреть. Для АТМ звезды. Куча компрессованных блоков. Это в целом не беда. Так, сколько мне их нужно? Мне еще же не одна штука нужна, мне целых 5 таких нужно кусочков железа. А ну, для 5 вот этих вот штук. Ох, ема! 2,7 миллиона железа. Ой, 2,7 миллиона железа, да? Дай мне, кстати, вот этих вот 10 штучек, чтобы уже начало все делаться. Окей, Незерстар. Ну, можно Незерстары, кстати, понаделать. У меня в целом для них уже... у меня даже их крафт уже есть. Вообще халява. Давай тогда закажем. Мы будем хотя бы один гештальт закрывать. Далее, Player Interface. Ну, это Actual Additions. Окей, мы с ним разберемся. 4 неиссушаемые розы. Эссенция плодородия. Ну, кстати, мне кажется, для этого у меня уже все есть. Но, скорее всего, у меня не будет розовых кустов, да. А розовый куст, это у нас что? Это у нас просеивание земли, да. Но земля это беда, потому что нам нужен песок и биомасса. Кстати говоря, о ней. Сколько у меня биомассы, интересно? 70... Сколько? 0. Подожди, серьезно? Это я просто перестал ламинарию закидывать. Ну, биомасса и песок окей. Но, правда, я хер его знаю, сколько мне понадобится земли для того, что... Ну, смотри, средний выход 22. То есть, по сути... Так, штучек, я не знаю, вот условно земля, да. Земля, давай сейчас возьмем. Давай штучек 100 создадим. Могу, 200, могу. Давай 300. Вот 300 земельки. Интересно, да, мне просто понять, хватит ли этого для квеста, точнее для розовых кустов или нет. Далее, постройщик визора. Вот это самая интересная штука, пора распахивать Industrial Foregoing. Тут и Ender.io, кстати, касаемо Ender.io. Ведьма, Эндер-резонатор, здесь голова Эндермена, которая, скорее всего, у меня есть... Ага, нету головы Эндермена, потому что, почему, интересно, не знаю. Но, скорее всего, мы можем пойти понабывать, потому что у меня есть захват и собиратель. Дальше, инсаниевый уголь, вообще халява, потому что это делается очень легко. Вот, дай мне одну штучку. Также, кстати, у меня 8 Незерстаров закончилось. Вот. Есть. Давай мы будем куда-то это складывать вот сюда. Далее. Блок диориума. Это, кстати, мистических кристаллов у меня вроде бы тоже до хрена на самом деле. Да, у меня их до хрена и больше. Диорум блок. Ага, 5 мембран не хватает. Окей, это не беда. Это в целом просто не поспать пару дней, и у нас будет эта штука. Далее. Блок угля Eclipse Ember. Это у нас Just Ore что-то там. Далее ядро хаоса, это, конечно, не такое крутое, чего хотелось бы. Вот эта штука вполне реализуема, потому что у нас вроде бы для нее все имеется, если я не ошибаюсь. Ender Star. Да, у нас все для нее есть. Давай сюда. Далее, что у нас еще тут? Фокус призыва Ars Noviao. Это, конечно, тяжело будет. Хотя я бы не сказал, что прям сильно. Что-то, видимо, распахивать надо будет. Окей, пустой камень души, оккультизм. Скорее всего, тяжело будет. Ладно.
Тут что у нас? Летающий модуль. Легко. Тут в целом, ну, тоже относительно легко. Давай сделаем летающий модуль полета. Но подожди, кстати, тут шприц наполнен гастом. Ага. То есть мне нужно пойти в ад и нафармить гастов, что ли? О, нет. Значит, давай смотреть дальше. Вибраниумный 20 всемодевых блоков. Не, ну это прям, я бы сказал, настолько легко, что это прям аж смешно. Опа-на, я слышу зомби. А где зомби? А где зомби? Подо мной? Где? А, вот где, давай валяй. 20 всемодевых блоков есть, давай дальше смотреть. Вибраниум это проблема. Вибраниум это беда. Вот, кстати, вибрирующая вот эту вот штучку мы можем, кстати, создать на самом деле. Она делается в целом относительно довольно просто, потому что для вот этого всего у нас уже в целом... А, подожди, может у меня и энергосплав есть уже крафт? Не, нет, увы. Все это вот сделает, пока она там все это переделает, она будет долговато. Окей. Далее, что мы еще можем? Аккумулятор нитро. Это у нас повах. Повах это окей. 16 миллионов ячейка. 16 миллионов ячейка. Но мы ее можем реализовать вполне себе. Но нам нужно немножко подождать, пока остальные все крафты сделаются. Далее, сингулярность есть. Гравитационная модуляция. Унапланевый блок. Это, скорее всего, типа условно полет. Творческий, я так понимаю. Тут что у нас? Машина парадокса. Что? Временной кристалл вибри-вабри. Ага, понял вас. Хорошо. Тогда из всего самого интересного, тогда начнем на чем мы начнем? Начнем мы на каком-то из изучения модов, скорее всего, Industrial Foregoing, потому что благодаря нему мы сможем получать серную руду, кстати. Вот, смотри. Реально, мы же можем, по сути, серную руду получать. Ой, куда я спать лег? Мне ж нельзя спать. Давай, окей, давай распахивать Industrial Foregoing. Фарабуинг. Гнилая рамка механизма, давай. Кстати, уже один сделал сами хранилище. Ничего себе, ты мощный, крутой Сигма. Наша должна очень быстро сделаться. Здрасте. Добро пожаловать. Ключи, понятное дело. Транспортировка. Не знаю, смысл ли есть. Ужасный генератор. Нет, спасибо. У меня, слава богу, с энергией все хорошо. Поехали дальше. Жидкостный экстрактор. Вот это очень интересная штука, потому что благодаря этому жидкостному экстрактору мы сможем получать свой первый латекс. Латекс это здесь основоположная всего этого мода, потому что благодаря нему делаются практически все механизмы. Вот, как можете заметить. Сейчас вам покажу. Вот, сухая резина, пластик. Видишь, для каких предметов нужен пластик? Камера растворения? Пожалуйста. То есть пластик здесь очень важная штука на самом деле. Давай валяй отсюда. Ее желательно нам реализовать. У нас есть жидкостный экстрактор. И теперь нам нужно взять, по сути, ну, абсолютно любое дерево. Условно, даже то же самое еловое бревно. Но нам желательно взять плоскость формирования, да, для того, чтобы сейчас вам показать, что оно будет делать. Давай где-то вот здесь начнем это все реализовывать. Вот условно у нас есть экстрактор. Здесь условно будет стоять сейчас еловое бревно. На нем, естественно, плоскость формирования. И вот, видишь? Бум, латекс пошел. Да, понятное дело, сюда можно будет закинуть сейчас улучшения соответственные, но пока, конечно, не будем. Также желательно сейчас взять еще точку для того, чтобы подать на него, ну даже не на него, а скорее всего здесь просто в смысле подать сюда сейчас энергию. Я, конечно, без понятия, зачем именно здесь энергия нужна, но может оно больше начнет просто вырабатывать. Скорее всего, да. И смотри, как ты можешь заметить, на дереве появляются вот эти вот пиксели, то, что дерево ломается. И это неспроста. Если мы сейчас посмотрим латекс, буквально напишем латекс, мы благодаря жидкостному экстрактору посмотрим, что же оно будет делать. И вот, как вы можете заметить, с помощью елового бревна он будет делать обтесанное бревно. Но либо с помощью абсолютно любого другого бревна, по сути. Либо обтесанное, либо дубовое бревно. Вот, видишь, благодаря еле он будет производить 2 миллибакета в секунду. Самое производительное дерево это у нас акация, либо мангровое дерево. Но у меня ни того нет, поэтому будем использовать ель. И, соответственно, что? Мне сюда нужно будет поставить еловое бревно. Сейчас-то все желательно как-то подключить, правда, к системе, для того, чтобы оно это все активировалось. Ну да, если я сломаю, оно сейчас сломалось. Не, ну ладно, пусть стоит пока. Окей, ладно. Тогда что?
Тогда мы сейчас юнит ставим по производству латекса, но перед этим латекс это у нас что? Латекс это хрен его знает что. Это по сути своей должна быть жидкость. То есть в теории нам нужна жидкостная труба, наверное. Я не знаю, пойдет ли просто сюда... ну хотя смотри, мы можем обойтись даже вот этими трубами жидкостными, я скорее всего в этом уверен. Или даже мы можем сделать гораздо легче, просто поставить сюда юнит по производству и сделать просто то, что он вот отсюда будет выходить. Точнее нет, это не сюда выходить. Это скорее всего... Да, мне в любом случае нужно будет сейчас трубами высасывать это все. Вот, видишь, латекс пошел, да? Да, латекс потихоньку, помаленечку полетел сюда. Теперь, соответственно, сюда 100% нужно подрубить энергию. И, как можешь заметить, нам еще сюда чего-то не хватает. Не хватает нам раковины. Раковина у нас есть. Мы сейчас ставим буквально ее куда-то вот сюда условно. И смотри, что мы делаем. Мы сейчас ставим, чтобы она высасывала. И вот, как вы видишь, пошел процесс крафта. Вот, и у нас получается сухая резина. Резина у нас делается с помощью, если я не ошибаюсь, 500 латекса, но для того, чтобы ускорить это все, нам надо улучшение и самого, вот видишь, вот этого мода. Но для этого нужна камера растворения, а для него нужен пластик. А пластик это просто по факту сухая резина. Но мы можем, если не ошибаюсь, подускорить этого прикольчика, чтобы он гораздо быстрее вырабатывал много латекса. Даже вот еще. Вот, латекса теперь газует очень много. Вот, кстати, дерево тебе, пожалуйста. Готово. И вот теперь потихонечку у нас пошла сухая резина. Мы сейчас сделаем так, чтобы она у нас, как-то желательно выводилась, понятное дело. Мы могли бы сделать гораздо больше вот этих вот жидкостных резервуаров. Кстати, мы же можем по факту сделать, смотри как, мы же можем по факту сделать так, чтобы оно со всех сторон, да, добывало это дерево. Для того, чтобы оно гораздо быстрее сейчас все перерабатывало, но правда, да, проблема у нас в том, что у нас дерево не меняется. Причем то, что я не понимаю почему. Здесь дерево у нас не устанавливается. Может, конечно, есть какой-то установщик блоков. Да, реально есть такой, кстати. Ну подожди, сейчас. Камера растворения. А может у меня я уже... Ага. Камера растворения. Давай мы сейчас ее закажем. Скорее всего, начнутся первые автокрафты в данном моде. Камера растворения. Вот так она выглядит. Мы сейчас подключаем ее, самое главное, энергию. Вот этого, конечно, букетика отсюда убрать. Жидкостный выход. Вот, смотри, мы можем настроить так, что он, по сути, будет вот здесь нам толкать сверху, да, и, по сути, вход тоже, типа, сверху будет идти. Вот, жидкостный выход, жидкостный вход, это мы сделаем сейчас спокойно. Вот, условно, для тех же самых улучшений, да, скорости, условно. Но здесь есть радиус, а есть еще скорость, я знаю. Вот, видишь, эффективность есть. Можем сразу же 6 уровня можем заказать. Есть 8, есть... Даже... но есть обработка тир 3. Есть обработка, есть эффективность. Но здесь просто голова дракона нужна, которой у меня, увы, нету. То есть мы в теории обойдемся вот этим вот крафтом. Но для этого нужен уже эфир, а для эфира надо... А для эфира надо что? Визор надо. Ага. Ты серьезно? Блин, я себе даже устроить не смогу. Блин. Не, хотя смотри, вот. Вот, видишь, скорость есть, все в порядке. Но нам сюда нужно поставлять латекс. То есть, условно, помимо того, что здесь будет еще латекс, вот он, то этот латекс еще нужно кстати, вот еще латекс вот отсюда еще тулит. Нужно сейчас ему сделать выход. Вот, все, латекс у нас пошел. Отлично. Но только теперь в любом случае нам надо дождаться для того, чтобы получить очень много латекса. А именно 1000. В теории можно сейчас вот эту пока трубу отключить, для того, чтобы пока вот эти два работали у нас во благо империи, так скажем. Сейчас мы дождемся, пока у нас там будет еловое, обтесанное, там еще какое-то. Все, здесь есть 8000 латекса. Теперь мы подключаем эту систему по кабелькам нашим. Давай начинать делать самые первые автокрафты, соответственно, связанные со скоростью. Сразу же, скорее всего, буду делать тир 2, потому что я что, пуська, правильно? И сразу же закидываем в камеру растворения. В теории, мы можем сразу же заказать и вот этот вот крафт. Потому что для него у нас тоже все есть. И даже вот условно обработку мы тоже можем сразу же по факту заказать. Потому что для него у нас тоже все есть. Но правда теперь нюанс в том, что я не знаю, сколько я могу максимум закинуть улучшений. Давай условно смотри, сколько у нас там стоит вот этих вот обработчиков. Жидкостный экстрактор. 1, 2, 3. Значит, в теории нам нужно, получается
3, да, улучшения вот этих вот аддона, так называемых. Ну, давай тогда смотри, мы сейчас сделаем по скорости. Допустим, он у нас там сколько? 4 слота вроде бы, да, на один механизм идет. Да, значит, в теории мы можем заказать сейчас 6 скоростей. И давай посмотрим, как оно сейчас будет все нам делать. Да, смотри, вот потихоньку начинают все реализовывать, смотри. Культурно все так. Оп, готово, все. И сразу же забралось. Блин, молодец, умница. Просто молодчага. Но я бы сразу же, конечно, закинул их вот сюда. Нет, смотри, я могу всего лишь одно улучшение закинуть, понял? Ага, вот какой ты Сигма крутой мен. Понял тебя, базару зиро. Давай тогда мне теперь обработки, тоже штучки 4. Ну и в теории, раз уж мы на то запрессали, давай еще эффективность, тоже штучки 4, соответственно. Хотя нет, мне по сути ж больше не надо, мне надо 3 всего лишь. Вот, процессинг 3х условно. Мы сейчас закидываем это вот сюда. И процессинг, и скорость уже здесь есть. Вот, видишь? Оно сейчас, скорее всего, гораздо больше у нас вырабатывает. О, видишь, латекс гораздо быстрее пошел. Сюда мы можем ничего закинуть, потому что ждем, пока у нас сюда тоже выработается латекс. Все, у нас везде стоит процессинг. По сути, теперь у нас прям очень много вырабатывается латекса. Далее что? Эффективность, по сути своей. Там 3 механизма. 4 даже механизма. Даже, 5 давай. Эффективность у нас уменьшает время. То есть вот у нас было 80 тиков. Сейчас оно гораздо меньше все тратит. Давай, знаешь что? Давай мы сейчас попробуем. Смотри, что сделаем. Мы сейчас возьмем железные блоки. Сейчас просто я хочу сейчас, знаешь, что сделать? Я хочу с самого начала сделать. Вот, смотри. Нам нужно 5 железных блоков. Давай мне сюда. И один вот такой вот Primordial Glue. Теперь мы сейчас берем, ставим эти вот железные блоки вот так. Смотрим на красоту отражения в шейдерах. Смотри, какая красота. Правда, меня там не видно, жалко. И кидаем. Подожди, а почему не работает? Открытый первый рецепт. Это первый уровень слизи, добавляемый модом Just Dear Things. Для ее создания требуются базовые предматериалы верхнего мира. Пример распространения слизи. Открытый рецепт феррикор, первобытный уголь. Может, типа, любой блок, типа, связанный с вот этим вот, условно, типа, гнилую плоть ему дать. Вот, смотри, он показывает, ему сахар нужен. Или гнилая плоть. И чё? Я, типа, теперь его могу сломать? Подожди, оно работало. Подожди, может, шейдеры отключить? Мне шейдеры отключить надо. Мне просто шейдеры надо было отключить. Вот, смотри, реально начался процесс. А я, дурак, не понимал, почему оно не работает. Вот оно как. Смотри, красота какая появляется. Потихоньку заражается. Шейдерами не видно, кстати, смотри. Шейдерами это не видно. Будто ничего и не происходит. Тогда будем ждать сейчас без шейдеров пока. Фантомов, кстати, так до сих пор и... Смотри, реально. Фантомов так до сих пор и нету. Давай это попробуем добыть. Вот, сырой феррикор. С помощью него мы можем сделать слиточек. А с помощью этого уже слиточка я хочу сделать блоков. Вот простой. Разрушитель блоков. Самый банальный, самый базовый, самый ублюдский. Просто для того, чтобы, возможно, там будет на фильтр, типа, на добычу. Вот у меня, условно, всемодевая кирка есть. Ну, желательно, конечно, это топором делать все, поэтому, скорее всего, мне нужен будет топорик. Ну, условно, вот это, допустим. Окей. Мы, кстати, еще сделались немножко. И давай попробуем. Условно, вот, я его ставлю вот сюда. Не, она в целом и так успевает чуть-чуть там латекса делать, но я думал, что она по-другому работает, черт. Кликните shift. Что кликнуть, куда кликнуть, хрен его знает. Ладно, давай тогда поехали дальше. Industrial Foreguin. Вот, мне нужно ведро латекса сделать, ребята, подождите. Нам ведро латекса, куча квестов готова. Далее по списку пластик. Пластик у нас уже реализован, пластик уже где-то лежит вот здесь. Далее завод резня мобов. Вот это самая интересная штука, потому что благодаря этой штуке мы сможем получать вот эти вот штучки. Слитки розовой слизи, ну, либо типа без разницы, что. Просто главное, что розовая слизь, потому что она понадобится для вот этого вот предмета. То есть нам нужно в любом случае эту штучку делать. Она очень прикольная, имейте это в виду. Потому что, почему, скажу я вам сейчас. Смотрите. Мы сейчас ее сделаем, но для нее
нужно будет еще также сделать вот такие вот аддон экстра улучшения. Я, правда, не знаю, до какого уровня мы сможем сейчас это все набрать. Наверное, вот сразу до 12, скорее всего. Давай мне сейчас эффективность одну. Самое главное — радиус. Это самое главное. Завод резня мобов. Здрасте. Мы отсюда выводить ничего не сможем. Да, я только сейчас я в разделе мобов сделаю потише. Вот, отсюда мы ничего выводить не сможем, помимо жидкости, естественно, то есть предметы мы отсюда выводить никакую не сможем. Но ему нужна энергия. Для того, чтобы у нас была энергия, нам сейчас нужно взять точечки. Вот, мы сейчас все подрубаем, и уже вот сейчас, через некоторое время, у нас, бум, куча сделается жидкого мяса и, соответственно, розовый слизи. Вот даже можно сейчас посмотреть рабочую зону, сколько оно хавает тут. Хавает впечатляюще, так скажу. Только надо сейчас еще остальные аддоны сюда понакидывать, чтобы гораздо больше всего производило. Теперь мы закидываем вот сюда еще вот эти два. Вот, смотри, халява. Куча мяса, которое, кстати, я не помню, куда можно использовать. Если я не ошибаюсь, там, ну, для него применение есть в генераторе. И, что самое интересное, делать жидкостные МЕ компоненты. Потому что это сейчас нам очень сильно пригодится. Смотри, у нас есть, ну сколько, 1К, вот. Компонент у нас есть энергии, есть компонент хранения. Вот, 1К жидкостная ячейка. Подожди, по сути, могу сейчас просто взять 1 миллион ячеек. Испугался. Могу просто... Вот, смотри, реально. Ля-халява, подожди, шаблон, чепс. Ну дай мне, пожалуйста, 1 миллион вот эту вот ячеечку. Вот. Одну такую штучку, Лёй. Молясь. Так, чисто. Слегонца. Благодарю. Ну на тебе жидкостную. Во. Ну смотри, мы сейчас возьмем... Шина, подожди, ну тут же жидкостная шина, скорее всего, есть, да? Точно. Или тебе абсолютно без разницы, какую тут шину использовать? Ты серьезно? Реально жидкости. Вот. Реально жидкости я могу отсюда выводить. Подожди, а где у меня... вот, ближайшее, кстати, подключение к системе. Вот, реально уходит. Подожди, ну дай мне скорости. Подожди, куда мне оно улетело тогда? Подожди. Реально, смотри, розовая слизь, 2 ведра. Смотри, бульк. Смотри, мы сейчас можем взять еще, кстати, нам надо будет еще один сделать. Камеру растворения еще одну надо будет сделать сейчас. Еще одну, потому что нам не хватает. Точнее, нам не будет хватать. Еще один поставщик, будьте добры. Мне просто очень интересно. Жидкостный вход, окей, у нас будет типа фронт, это бэкворд, я так понимаю. Давай я сейчас поставлю сюда шину экспорта, вкину сюда вот условно слизь. Подожди, тут понятие жидкостная. Нет, то есть теория, если я поставлю сюда ведро розовой слизи, то в теории оно сейчас заработает. Правильно я понимаю? Подожди, розовая слизь. Во, да, смотри, реально заработал. Все, значит, в теории мы можем уже начинать... ну энергию, правда, надо подрубить, надержи. Значит, смотри, что мы делаем. Мы сейчас уже в теории можем сделать что? Правильно, мы уже в теории можем начать делать вот этот вот улучшенный корпус механизма, для которого в целом у меня все почти есть. Хотя у меня по сути все уже есть. Все, слизь у нас по факту и так есть. Вот, надержи. Спать пока не надо. Давай сразу же мне продвинутую тогда рамку. Попробуем ее сейчас заказать. Получится или нет. Ну нам в любом случае тоже еще один простой надо заказать. Хватит ли ему? Да, хватило всего. Бунк. Сразу 2 квеста. Вот, далее лазерный бур. Очень интересная штука и очень... Основа жидкостного лазера. Жидкостный лазер мне не нужен. Мне нужен самый обычный лазер. Лазерная основа. У меня в целом... железная руда. Для нее, кстати, у меня тоже в теории все есть. Что говорит? Лазерная основа есть. Теперь нам надо 4 вот этой вот лазерной дрели. Не хватает латекса. Давай теперь самое интересное. Сера. Подожди, у меня тут другие вопросы. Давай мы начнем делать что-то связанное с серой. Вот, смотри, мне нужна лазерная вот эта вот основа. Мы ее можем сделать вот так. У меня в целом для нее все уже есть, я уверен. У меня даже, наверное, желтого красителя там до хрена и больше. Ну да. Дай мне 6 штук сейчас. И где, интересно, его нам использовать? Нам надо его использовать. Вот, минимальная 5-я высота, максимальная 10-я высота.
Давай тогда мы сейчас спустимся под землю буквально. Вот у нас минимальная 5-я высота, максимальная 6-я. Вот типа где-то вот здесь у нас условно будет располагаться где-то наш карьер, я так понимаю. Наша буровая установка. Есть такое. И оно уже потихоньку начало работать. Но надо ему сейчас дать немножечко лазерных основ, тех самых, которых я там делал. Вот они где-то они должны быть. Вот они, 6 штук. И сейчас мы смотри, что делаем. У меня шинного импорта нету, ну и бог с тобой. Сейчас кидаем сюда 6 лазерных основ. И смотри, нам сейчас нужно для каждого вот этого вот блока сделать улучшение. А для этих улучшений мы можем использовать, ну, те же самые улучшения, соответственно, скорости. Ну да, аддоны, короче, вот эти. Мы можем уже спускаться в теории в самый низ. И будем сейчас смотреть, как оно работает. Вот, оно уже начало добывать. Но мы сейчас Ага, здрасте, приехал. Ты давай мне тут не это самое. А, сюда я могу именно по времени уменьшить. Подожди, тогда. Вот, серная руда. А ему поставить, чтобы именно только она фармилась. Тогда мы сейчас сделаем вот этих вот эффективностей больше. Вот, я прилетел, на. Я не знаю, чем оно поможет, но минус 20% типа всего. Вот, серная руда. Сколько получится? 6 штук. На самом деле маловато так-то, я тебе так скажу. Далее я бы хотел, смотри, что сделать. Далее я бы хотел, во-первых, колотый глубинный стван. Зачем мне столько вопрос? Ну ладно. А я бы хотел понять, зачем я это все делаю. Для того, чтобы создать что-то в звезде АТМ. Вот это, постройщик визоров мне надо был. В целом это довольно легко, потому что для него у меня в целом все есть. Тебе нужен эфир. Не, ну тогда сейчас пока стопэ. Тогда пока мы вот эти вот всякие гештальды закрываем. Кстати, касаемо вибрирующей вот этой вот. Ты наконец-то сделалась, слава господи. На. Какие у нас планы? Начинать Actual Additions? Но там его тоже распахивать на самом деле нету. Точно, розовые кустики. Я надеюсь, выпали. О, 304 штучки. Да, неиссушаемые розы 4 штуки. Готово. Опа-на, они еще не стакаются, кстати. А что они делают? Благодаря звездам из Незера, которым наполнена эта роза, его владелец получает эффект, точнее, сопротивление от эффекта иссушения. Да, нам по сути надо распахивать Actual Additions, Ender IO и Oritech. Сейчас пока что. Потому что в остальном у нас всего уже почти хватает. Ну, для механической руки, ну, это, типа, легко делается, это, типа, ладно. Ну, а так, в остальном, да, здесь Oritech, тут, just вот этот вот Ori, так называемый тоже, кстати, Eclipse. На Eclipse он легко вроде делается, если не ошибаюсь. Незеритовый блок с вот этим вот... это я уже сделать могу, кстати. Есть, кстати, еще оккультизм надо будет, тоже интересно. Draconic Evolution, кстати, надо распахивать начинать. Я же вроде там уже поднакопил не слабенько так для... Вот, для эссенций. Сколько у меня твоих уже эссенций? Вот, 1000 уже. Это с учетом того, что я потратил только что. Не слабенько. Вот, мы можем дальше распахивать уже драконик. Для того, чтобы потихоньку близиться, да, к неименуемому концу. Где-то он у меня вот здесь. Вот. Нам нужно сделать драконьевый уровень. Вот как раз для него я делал пробужденный драконьевый блок. Далее проблема у нас будет большая, потому что нам уже нужно будет отправляться к хаосу. Вот, так называемый хаосеночек. Я, правда, не знаю... Ну, конечно. Бля, кто б сомневался. Чтобы владеть этой пчелой, посмотри на яйцо крафта House Bee. Ну, кто бы сомневался, что у этой пчелы нету рецепта крафта. Вот реально, кто бы сомневался. Но в любом случае для него нужно очень много хаосенок. Вот, видишь, осколки хаоса. Вот, пожалуйста, видишь, убить стражу дракона. Осколки. Это да, это страшно. Ну ладно, да. Тогда нет, подожди, для того, чтобы нам 100% обезопаситься от дракона, нам нужно будет сначала сделать вот эту штуку, для того, чтобы реализовать дракониевый на грудь. После этого нам нужно будет реализовать в звезде, нет, не звезде, в Симоде, вот, у Наптани наконец-то добыть, чтобы получить хорошую, наконец-то, броню. Ну или, да, потому что после этого Мекасьюит мы сможем сделать. Ну и давай квесты заберем. Ох. Нормально так квестиков дали, кстати, на самом-то деле. Да, тогда давай мы сейчас сделаем... Как мы сейчас сделаем? Я сейчас поставлю, какие у меня цели.
Вот, Draconic Evolution. И что еще? Ну и по сути пока что все, потому что в остальном у нас в целом все есть. Серы, кстати, сколько уже нафармилось, вопрос? За это все время 16 руды всего лишь. Блин, но я понимаю то, что мы можем увеличить это количество в любом случае. Но, блин. Ну типа вот, добылось всего лишь 60 штук. При том, что эти у меня 60 штук делаются за буквально пару секунд. Вот здесь, вот видишь, моментально. Фантомы будут? Вопрос. Аллей, я фантома уже третий день жду. Вы что, гоните? Так подожди. Да я посплю тогда. Тогда смотри, мы сейчас тогда вот это тушим. Делаем вот так. И делаем просто вот так. Все, мы сейчас получим мембраны и не будем париться. И мы сможем заказать вот этот вот блок диорума. Тоже один из целей АТМ звезды. Кстати, почему-то он у меня закрыт, к доступу не открыт. Вот видишь, он тут должен сейчас восклицательный значок появиться у меня, то, что у меня вот получилось его реализовать. Скорее всего нет, потому что у меня здесь закрыт где-то Forbidden Arcanus. Вот, смотри. Вот, видишь? У меня пыли по факту нет. Вот, смотри. Хоп, резко мы прошли полкрафта. Оккультизм. Я думал, это страница с квеста Forbidden Arcanus. Ты хочешь сказать, что здесь теперь будут использоваться, типа, разные... Ну, типа, будет связь между оккультизмом и Forbidden Arcanus? Если это так, то это круто. Окей. Надо будет Гаста словить, кстати, еще не забыть. Ну что, дорогие товарищи, 176-й день, мы немножко прыгнули в развитие. Я, короче, решил не вставлять то, что я делал только что. Я только что бегал по энду и доставал унаптанивую руду. Мне сразу же предложили в гайде, чтобы я взял молот. Вот этот вот, который вот этот вот. Но я думаю, сразу же платину сделать, потому что платина у меня, слава богу, имеется в арсенале. Давай тогда мы сейчас куда-то вот сюда телепортируемся. Ну как, переместимся. И где-то здесь я сейчас поставлю 19 руды. Сломаю с удачей. Видимо, так нельзя, видимо, только так можно. Ой-ой-ой, уровень добычи 6. Ай, хорошо как. Да, чтобы вы понимали, искал я ее где-то 3 дня майнкрафтовских, да. Поэтому времени много ушло, но у нас, вот как вы можете заметить, теперь побольше есть, вот. Очень много унаптания. Теперь мы весь этот унаптание можем спокойно закинуть плавающий механизм, потому что у нас в целом других вариантов крафта с помощью унаптания нету. Поэтому получаем унаптание. Смотри, вот сколько полетело, очень много, 130. Унаптание есть. Дальше что нам по квесту надо? Нам по квесту... Вот, видите, унаптание, мы можем сразу же слиточек взять, для того, чтобы квест засчитался. Вот, шаблон. Для него нам надо, соответственно, унаптанивые блоки, для того, чтобы его сделать хотя бы для начала, просто получить. И его теперь сможем... мы сможем размножить благодаря вибранию. Ага, а вибрания у меня, я так понимаю, немного, да, у меня его нету вообще. Но мы это сейчас пофиксим спокойно, потому что у нас есть возможность, точнее, не вероятность, а возможность сделать много этих звезд. Только для этого мне нужен сейчас верстак, который я где-то вот здесь сделал. Вот, соответственно, он. Значит, сейчас мы... Смотри, как мы сделаем. Мы сейчас возьмем сундук и сделаем кое-как по-другому. Мы сейчас возьмем сундучок и сделаем сейчас вот так. Смотри, сейчас в теории мы сейчас можем заказать сразу же несколько кристаллизированных вот этих вот слитков, да, условно там 200 штук. Они сейчас должны перейти вот сюда. Вот. И как ты можешь заметить, все ресурсы у нас находятся вот здесь. Вот, видишь, все ресурсы у нас перешли сюда. Теперь мы, по сути, смотри, что делаем. Мы сейчас закидываем сюда обратно этот шаблон. И вот, видишь, ресурсы сюда полетели. Вот ресурсы все у нас уже здесь. И мы в теории можем просто этот верстак поставить и спокойно вот так вот заказать очень много этих вот кристаллизированных слитков. Вот таким вот незамысловатым образом. Все, пожалуйста, вот тебе есть. Мы можем сразу же все вернуть назад, чтобы у нас система сказала, то, что вот все есть. Теперь нам нужно лишь это все закинуть, если не ошибаюсь, вот сюда. С помощью вот этого вот крафта. То есть мы делаем сейчас вот такой вот крафт. И закидываем тоже вот сюда. Для того, чтобы сейчас условно заказать, ну, я не знаю, сколько вибрания нам надо. Ну, штучек давай 200 закажем условно. Все сейчас ресурсы перейдут вот сюда, как ты можешь заметить. Они сейчас потихонечку сюда у нас закидываются. Вот, все ресурсы есть. Теперь мы в теории можем спокойно делать вот так. И как ты можешь заметить, спустя некоторое время у нас начнет делаться, ну, соответственно, тот самый унаптаний. Готово. Все, у нас все ресурсы готовы.
Теперь мы можем спокойно их отдавать вот сюда. И в теории мы можем сразу же улучшить это вот улучшение до, ну я не знаю, до какого-то определенного количества. Вот, допустим, 28 штук мы можем сделать. Если у нас вибрание закончилось, это не беда, мы можем еще наделать, такое дело. Ну и давай возьмем уноптаневые слитки и прокачаем наши инструменты все. Делается это все на вот этом вот верстачке, столе кузнеца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ты смотри, какой я крутой! Теперь у нас здесь очень много брони, 51 урон. Это я очень быстро буду всех убивать. Но мы на этом не останавливаемся, потому что мы заходим в механизм в реакторе, и мы начинаем делать вот эту вот броню всю. Так называемую меха-сьюит. Делаться оно в целом не прям сильно долго будет. Ну как, долго оно будет, конечно, делаться, но главное, что сделается. И теперь самое главное, вот, улучшение емкости, улучшение цифровой модуляции. Но подождем, че уж тут. Нам бы, кстати, еще сделать стол специально, благодаря которому мы сможем закидывать эти все улучшения на нашу броню. Только я не помню, какой стол нам нужен. Стол модификации или как-то так. Или модификационный стол. Вот он. Модификационная станция нам нужна. Ну и в остальном нам просто надо ждать. Давай, кстати, пока у нас уже готово, давай мы посмотрим, что за броня у нас тут готова. Шлем и бронежилет. Во, смотри, какой монстр. Мы теперь можем спокойно ее пойти зарядить. Вот здесь. Она, правда, заряжаться будет долго, потому что здесь довольно много энергии. Хотя странно, почему она так долго будет заряжаться, на самом деле. И у нас уже, вон, видишь, половина брони заряжена. Но это, понятное дело, пока что пол брони всего лишь, потому что, ну, пока что только лишь пол брони. Вон, квесты, кстати, уже полетели все. Если я не ошибаюсь, для этого стола нужна энергия, да, для этого стола нужна энергия, и если я даже не ошибаюсь, ему нужна также, ну, можно закинуть улучшение, нет, улучшение нельзя закинуть, тогда нужно просто лишь энергия, окей, тогда мы сейчас ее подсунем тебе, настрой свою систему, понял, спасибо, да, поставим куда-то его вот сюда. Энергия пошла, все, спасибо. Мы сразу же можем, на самом деле, вот условно в шлем закинуть улучшение. Вот тут что у нас? Радиационная защита тоже пойдет. Вот эта штука тоже пойдет. То есть уже можно в целом спокойно все это сюда закидывать. И вот, как ты можешь заметить, наверное, у меня уже... Наверное, без шейдеров. Нет, шейдерами. Странно, почему-то оно не работает, хотя счетчик Гейгера у меня здесь стоит. То есть где-то он должен у меня показываться, но почему-то он у меня не показывается. Странно, но ладно. Что у нас там? А у нас еще до сих пор ничего не готово. Емкость это самое главное. О, кстати, у нас еще и ботинки готовы. Красота. Ляпота. Все, у нас full комплект брони. Полностью готов. Я этому очень рад, на самом деле. Ха, красота. Да ты что, вообще красота. Смотри, какой теперь мощный, красивый. У меня даже он ранец сзади меня виднеется. Вообще, спасибо большое. Давай пока тогда оно делается, начнем с Draconic Evolution. Потому что у меня для него уже в целом все есть. Мне всего лишь нужно взять сейчас 40 алмазов. Также сколько получается? 20 ядер виверны. Все, мы по сути можем уже заходить сюда. Брать условно вот этот вот один единственный. Закидывать его вот сюда. Сейчас, правда, все их нужно переделать в режим стак. И все, мы можем создавать сейчас инжекторы слияния дракона. Давайте посмотрим, как это все делается. Вот так вот наполняется тут энергия. Вот так вот все красиво. Воу. И сейчас бум. И вот такая вот красота у нас здесь. Готово. Все, по сути своей мы можем условно вот этот вот забрать еще, закинуть также сюда и ждать, пока у нас сделаются абсолютно все слияния дракона. Готово. Смотри, какая красота. Инжекторы слияния дракона. Пошли спать. У нас уже готов уровень ядра драконий, точнее уровень зарядки драконевый. Мы сейчас можем уже начать делать, вот, допустим, драконевые вот эти вот всякие приколы. Вот. Но нам нужно сделать драконевый нагрудник, вот такой вот. Очень крутой, очень интересный. Для него нам потребуются вот такие вот ресурсы. Да, самый обычный базовый алмазный нагрудник, которого, кстати, у меня даже нету в крафте. Я сейчас его просто сам уже сделаю. Все, вроде бы у нас все предметы есть абсолютно. Да, ну, вроде да, все есть. Пошли. Значит, мы сейчас сделаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И, соответственно, подожди. Я еще одну штучку не сделал, кое-какую. Мне еще нужно вот этот вот
вот, мне еще нужно вот этот вот энергетический контроллер виверны сделать. Ну у меня он в крафте есть, давай сейчас пусть он сделается. Не знаю, быстро ли он сейчас сделается, не быстро он сейчас сделается. Просто с учетом того, что ему нужно сделать золото. А золото, скорее всего, ему в последнюю очередь будет делаться. Ну вот, у меня ядро виверны, вот это вот энергетическое контроллер готов. Давай складем и бум! Зарядочка у нас пошла потихонечку. Это хорошо. Бум! Смотри, пошел процесс. Нам на самом деле потребуется сейчас, ну, понятное дело, то, что нам и это сейчас потребуется нагрудник. Это 100%, без этого никуда. Значит, тут нужно у нас что? 4 назеритовых слитка, для которых тоже нужно золото. Пока на самом деле оно все делается, я могу сейчас пока эти все предметы сюда подзапихнуть. Пока оно все делается, можем заняться другими вещами. Например, мы можем заняться тем же самым эфиром для того, чтобы создавать нам для того, чтобы нам создавать вот этого подстройщика визора, да, потому что нам эта штука нужна, и для того, чтобы нам это все реализовать, нам нужно получить, соответственно, эфир, благодаря основе жидкостного лазера. И давай тогда мы сейчас его закажем, не лазерная основа, вот эта вот жидкостная нам нужна. А скорее всего, хренушки, мы сейчас это все получим, друзья. Скорее всего, реально хренушки, потому что у меня забиты все крафты. То есть мы реально, по сути, ничем заняться сейчас не можем. Вообще. Тогда подожди, стоп. Подожди. А что я там делал? Ядра я делал, виверны, да, и незеритовый слиток я делал. Подожди, куда? Незеритовые слитки я делал. Стоп, пауза, как говорится. Мы сейчас будем делать кое-что гораздо интереснее. Ага, неизвестный рецепт. Почему? Потому что я сюда не запихнул еще вот это. Во, создай. Делается это все равно довольно быстро, потому что у нас все ресурсы есть. Готово. Нагрудник дракона. Мы можем его вот сюда на самом деле подкинуть. Но для того, чтобы он у нас работал, нам нужно сюда, соответственно, закинуть модули. Они у нас вот здесь расписаны, да, то есть мы можем сейчас здесь спокойно посмотреть, какие модули у нас доступны для этого нагрудника. Вот, но самое главное, нам нужно увеличение щита, регенерация щита, скорость, скорее всего, потому что, ну, скорость даже вряд ли, потому что у нас все равно скорость будет зависеть от бронежилета. И давай попробуем сейчас создать основы для эфира. Вот, основу жидкостного лазера. Отлично. И также лазерную дрель. И теперь нам нужно как-то получать эфир. Эфир у нас получается благодаря лазерной основе. А лазерная основа это у нас, соответственно, фиолетовый краситель. Либо просто любая другая линза покрашенная. Но вопрос, есть ли у меня фиолетовый краситель? Ага, фиолетового красителя нету у нас. У нас есть красный и синий, да? Да, красный и синий у нас есть, поэтому окей. Это тогда мы сейчас закидываем сюда, а это мы должны закинуть сюда. 6 линз у нас готово, и теперь мне нужно идти смотреть гайд для того, чтобы где-то получать эфир. Вот, квест создание лавы душ. Мне не лавы душ, конечно, надо, но почти. Мне нужен эфир, а эфир, скорее всего, в Industrial Foregoing. Вот, эфирный газ. Нет, это не химикат из механизма, это молоко визора. Спасибо. Да, мне сейчас нужно идти в Вики, смотреть, как мне реализовывать эту схему, потому что, если я не ошибаюсь, мы можем сделать сейчас shrink, вот этот вот прикол. Я сейчас просто покажу, что он делает. Кстати, видимо, нам нужно будет сейчас поспать. И вот, смотри, мы можем сейчас поставить -1. Оп! Смотри, какой я маленький! Смотри, какой я маленький! Какой я малюткин! Но также, понятное дело, мы можем сейчас сделать себя гораздо больше. До 10. Воу, смотри! Мой огромный! Ну все. Пожалуйста, смотри, облет вокруг базы за 5 секунд. Оп. Все, базу облетел, можно даже меньше справиться. Не, давай мне обратно мой размер. Смотри, нам эта штука пригодится для того, чтобы нашего визора, когда мы его заспавним, уменьшить до максимально маленького состояния, да, до максимально маленького. И благодаря этому мы сможем его закрыть в тюрьме, которую мы использовали для добычи незерских звезд, и благодаря этому добывать, соответственно, эфир. Но мне нужно немножко сейчас гайдовую систему глянуть. Для него мне понадобится, смотри, какая схемка. Для него мне понадобится вот такое стекло, в целом довольно
достаточно много у меня его есть. Желательно, конечно, взять точечку, желательно, это 100%. Смотри, мы сейчас что делаем? Мы сейчас реализовываем схемку. Для начала мы реализуем ту же самую схему, как мы делали с визором поначалу, да? Вот, и после этого нам бы желательно еще, конечно, заказать таких бы стекол, штучек, давай 30 штучек закажем. У нас в целом уже все на это есть. И реализуем кое-какую интересную схему. Смотри, мы можем сейчас реализовать что? Нам нужна еще камера стазиса, вот такая вот, я забыл, не лазерная основа, нам нужна камера стазиса, вот такая вот. Закидываем эту камеру стазиса вот сюда. Как ты можешь заметить, она у нас требует энергию, значит, нам нужно подключить, соответственно, ее энергией. Далее, сверху мы ставим вот эту вот лазерную основу, которая жидкостная, вот так. Далее, по бокам мы ломаем здесь блоки. И, соответственно, делаем это для того, чтобы подключить сейчас лазерные дрели. Готово. Ну и, соответственно, самое главное, то, что нам нужно сделать, это дать сейчас сюда энергию, для того, чтобы это все у нас запитывалось. Готово. Теперь нам желательно, конечно, позаказывать всякие вот эти вот улучшения, которые можно сюда закинуть. Но перед этим давайте разберемся. Основа жидкостного лазера. Мы сюда кладем лазерную линзу фиолетовую, соответственно. И теперь, по сути своей, все, что нам нужно сделать, это лишь заспавнить визора. То есть взять сейчас черепочки. Только я не знаю, взорвет ли он сейчас это все. Скорее всего, сейчас он это все разорвет. Может, кстати, быть такая вероятность. Нет, не взорвет, смотри. У нас уже начал, вот, камера статиза у нас уже его заблокировала, так скажем. Вот, сейчас у нас, пожалуйста, начался делаться эфир. То есть, в теории мы можем обойтись и этой всей системой, да, не уменьшая его. Мы сейчас можем просто сейчас взять улучшения, вот эти вот, которые используются у нас для системы, да, условно, процессинг мы можем заказать. Там сколько? Раз, два, три, 4, 6, да? То есть, еще получается 5 штучек мы можем заказать. Ну и все, как ты можешь заметить, у нас пошел делаться эфир. Теперь, для чего нам нужен был этот эфир? Вопрос. Я забыл, для чего он мне нужен был на самом деле. Скорее всего, ну, во-первых, для скоростей, понятное дело. Для постройщика визора, точно. То есть нам нужно сейчас как-то оттуда выводить это все. Скорее всего, что с помощью шины импорта. Все, система подключилась, значит, сейчас должен исчезать, да, как вы можете заметить, исчезает здесь спокойный эфир. Теперь мы сейчас сделаем еще одну камеру растворения, которая у нас была для того крафта. И делаем также шину экспорта. И желательно еще скорости бы подкинуть. Все, в теории мы сюда можем лишь подключить сейчас энергию. Подкинуть сюда сейчас скоростей, чтобы оно гораздо быстрее все делалось. И все. Да, и мы готовы создавать сейчас постройщик так называемых визоров. Точнее, для начала вот эту вот камеру. И теперь мы можем спокойно заказать постройщик визоров. Пожалуйста. Он у нас потихонечку сейчас делается. Пока у нас он делается, мы можем сейчас позабирать модули, которые у нас здесь готовы. И у нас остался, по сути, просто геотермальный генератор. Сколько я могу? 8 штук заказать. Давай закажем. Вот эту штуку я могу в шлем закинуть, а вот это в ботинки. Ну и все. Наш постройщик визоров готов. Достижения. Будет, не будет. Но нам нужен эфирный газ, подожди. Все, готово. Постройщик визоров нам нужен для создания вот этой вот визор компаса. Поэтому мы сейчас оставляем это все вот здесь. И в вкладке звезды у нас, как ты можешь заметить, вот поставщик шаблонов, точнее визоров есть. Далее, что мы можем еще сделать? Мы можем сделать уже по сути своей вот этот вот play интерфейс, но для этого нужно распахнуть немножечко Actual Additions. Для этого нам нужна вот такая вот штука Empower. Для него в целом предметов много не надо. Ну для него, смотри, для него тут другие предметы надо. Restonia Crystal, Iron Case, дисплей, батарея двойная. Да, допустим, вот это у нас уже есть. Рестония нам нужно сделать вот этот вот реконструктор для него. Двойная батарея. Тут тоже нужен реконструктор. Для койла что нам надо? Рестония нам нужна. Значит, давай сейчас тогда закажем вот эту вот штучку. Ему нужна энергия и рычаг, если я не ошибаюсь. Мы сейчас можем просто взять очень много железа, условно штучек 200. И, соответственно, редстоуна тоже штучек 200. Мы берем 200 штучек, давай поставим его куда-то, да, допустим, даже вот сюда можно его поставить. Вот, энергия он сразу же запитывается, кладем сюда верстачок, закидываем сюда все эти вот руды, и вот, как ты можешь заметить, он уже начал все делать.
Готово. Давай мы сейчас закинем обратно эти все кристаллы. Смотри, для двойной батареи нам нужен вот этот вот койл, да, так скажем, энергии, вот эти вот катушка. После этого вот эта катушка. И оп, все, сейчас немножко дожидаемся, он должен довольно быстро сделаться на самом деле, он уже сделался. Ложимся спать. И что для тебя, друже, надо? Скажи мне, пожалуйста, как ты у нас работаешь? Я понял, что мне еще надо. Мне нужно вот эти вот дисплей-стенды. Вот, задание Что? Задание выполнено? Смотри, мне для него даже, скорее всего, платформа нужна будет отдельная. Для того... Вот, смотри, для того, чтобы здесь нам реализовывать все крафты. То есть, скорее всего, тебе тоже нужна будет точка. Но либо я могу сейчас просто снизу. Для того, чтобы сейчас вот так вот подключить сейчас сюда энергию везде. И все, везде здесь энергия есть. Теперь уже мы можем положить сюда 2 глины, кристалл, обычную глину и голубой краситель. Вот. И делается как раз таки Empower диамантитовый кристалл. Вот оно зачем надо. Что же, дорогие товарищи, спустя довольно много времени у меня получилось взять кое-какую систему. Я все-таки вручную все здесь сделал, пока что вручную, через некоторое время я это все автоматизирую, но могу рассказать о автоматизации вот этого буфера, да, для того, чтобы он у нас работал так, как надо. То есть вот этого вот блока, вот лазера. Для того, чтобы он у нас работал как надо. Я ему, кстати, забыл энергию подключить, я только сейчас-то понял. Как это все реализовать? Смотри, для того, чтобы нам это все реализовать, нам потребуется поставщик шаблона. Вот такой вот Advanced Item Collector. Делается он в целом довольно просто. Вот так вот, собственно, тут обычно обсидиан используется. Поставщик шаблонов, которые нужно перевести в состояние вот здесь заблокировать создание. То есть для начала будет стоять никогда, но его нужно правой кнопкой поменять на заблокировать создание. Далее здесь ставим бочку. 2 блока от данного вот конструктора, так называемого. И под бочкой ставим мировой транспортер. Делается он в целом тоже довольно просто. Я еще экспериментировал с их предметом, но он не работает. Далее, вы как раз таки данный коллектор мы ставим вот такой вот фильтр, чтобы по X был 1, по Y 4, по Z 1. И ставим белый список на предметы, которые будут уже делаться с помощью данного вот как раз таки Atomic Reconstruction. Смотри, сейчас я вам продемонстрирую данную работу. Мы сейчас, допустим, вон хотим вот заказать, ну, делаем обычный крафт обработки. Мы хотим заказать условно, ну, давай типа условно 64. Бум, смотри, сразу же добавилось 32, но почему-то не докинулось еще больше. Потому что оно 2 раза кинулось по 32. Вот, видишь, то есть нужно закидывать именно по 32, но либо можете экспериментировать, да, условно поставить здесь не 32, а 64, да, условно, если я сейчас возьму вот этот вот шаблон, закину его вот сюда, да, поставлю здесь 64, здесь тоже 64. Далее поставлю сюда этот шаблон и попробую заказать 64, это редстони. Во, пожалуйста, все сразу же сделалось. Если сейчас подлететь вот сюда, посмотреть, видишь, здесь редстоуна не осталось. Все, по сути, автокрафт мы можем взять абсолютно всего, что делается в этом реконструкторе, но нам нужен вот этот вот интерфейс. И готово. Play интерфейс у нас тоже, соответственно, готов. Теперь, по сути своей, мы сразу же можем взять это вот Wizard Compass. Да, для него нам нужны все предметы вот эти вот, которые здесь у нас есть. Да, попробуем это реализовать. Но нам не хватает, сейчас тебе покажу, нам не хватает предустановки для вот этого вот, видишь, здесь высшее. Здесь энергии все это время не хватает, йоу, вот это я дурак, но здесь осознающая, смотри, видишь, здесь осознающая уже стоит модель. Вот, мы сейчас предочисление визора забираем и закидываем вот сюда. Wizard Compass получен. Все, первый предмет для создания АТМ звезды у нас есть, мне это очень нравится. Далее, что мы еще можем по сути сделать? Мы можем сразу же взять вот этот вот Empowered Canola Seeds. Есть. Можем пока его сюда закидывать. Далее нам потребуется что? Далее нам нужен вот такой вот разумный эндер. Для него нам потребуется связыватель душ, для которого нужно будет очень много чего сделать, но мы сделаем, но не сейчас. Далее, что мы можем еще сделать? Мы можем сделать квантовый компрессор, кстати, потому что у меня для него вроде даже все ресурсы есть, за исключением корпуса, конечно.
Вот, квантовый компрессор. Пусть он тоже делается, потому что мы начнем делать уже потихонечку сингулярности, так называемые. Ну, здесь, конечно, потребуется жопа на самом деле. Здесь вот, допустим, понадобится 25 тысяч бронзы и прочих всяких предметов, поэтому это, кстати, мы даже можем попробовать автоматизировать на самом деле. Но пока пусть он у нас вот здесь постоит, пока я делать это не буду. Нам надо либо Oriteч начинать изучать. Кстати, да, я же говорил то, что никель у меня в целом есть. Никель у меня должен иметься, я точно знаю. Конечно, никеля вон у меня. И сейчас получается, дай мне тогда никеля 4 штуки. Все, спасибо. И начало Oriteч. Добро пожаловать. Да, значит, нам нужно сейчас распахивать Oriteч потихонечку, потому что все, что нам тут осталось для звезды, здесь у нас осталось, получается, Ender.io. Это я уже сюда закинул. Тут у нас остался блок угля Eclipse, но он делается в целом довольно просто, потому что это нужно просто блоком угля, точнее, по блоку угля Void Flame скинуть вот этим вот слизью по данным блокам. У нас получится вот этот вот блок угля Eclipse. Далее, что у нас здесь? Oriteч Create, это вообще халява, потому что здесь много чего делать надо. Беспроводной терминал он сделается. Насчет нитро это тоже довольно легко, потому что нужно будет лишь немножечко подождать. А вот, потому что делается это все просто. Но мы можем даже как-то попробовать автоматизировать это все, если получится, по крайней мере. Да, тогда нам нужно распахивать Oriteч, Повах и, по сути, все. Нам еще нужно, правда, создать 16 миллионов ячейку. Но это такое дело, не беда. И насчет яйца разобраться, потому что, скорее всего, нам нужно будет вылить на яйцо драконовую вещь, что? Нам нужно будет, смотри, нам нужно будет делать вот эту вот штуку. Нам в любом случае нужно будет распахнуть одну пчелу. Для того, чтобы ее получить, вот, надо драконовую пчелу сделать. Но она в целом легко делается, это не беда. Продолжим тогда на последних 12 днях. Ну, давай поставим какой-то мод на изучение. Давай, допустим, поставим мод Oriteч на изучение. Поэтому пока так. Итак, что же, оставшиеся у нас 10 дней. Что же я хочу сделать? Сейчас я хочу сделать самое главное вот эту вот штуку. Это у нас так называемое бессмертие, да? Мы сейчас обязательно их реализуем. Только, блин, я заметил то, что там надо тотем бессмертия. Ой, а где я его получу? Ой, а как я тебе его получу? Возможно, конечно, в апофеозисе есть такие штуки, которые позволят его призвать. Вот, специально вот эти вот штуки. Давай смотреть. Хаскстреи, визер-скелетоны, рандомные апофеотические всякие штучки и что-то гиганты. Во, заклинатель. Вот это мне надо. А только что у меня для этого есть вопрос. Хотя, возможно, тут тоже они спавнятся, наверное. Ну, не знаю. Ну, наверное, вот эта нам штука нужна. А, у меня все для тебя есть уже. Ха! Прикинь, ворота апофеозиса. Окей. Внимание, если вы это самое... Не, ну может у меня он, конечно, засосался. Он засосался у меня. Ай, хорош. Ай, молодец. Ай, просто умница. Окей, давай тогда мы сейчас это вот закинем вот сюда. Давай, тогда сейчас мы быстренько реализуем это все. Только дай мне еще один светокамень, пожалуйста. На тебе вот так. И вот так. Все, пожалуйста, зелье исцеления 2. Далее, поехали. Вот эти вот, ну давай один пока закажем. Далее, вот этих вот щитов. Нам они даже не нужны. Нам нужны вот эти щиты. Раз, два, три, 4, 5. Ага, драконьевой пыли нету. Ого. А давай тогда, пока мы сейчас оно все здесь делает, попробуем другие вещи заказать. Нам надо еще модуль драконика. Вот этот вот, если я не ошибаюсь, да. Давай мы его сейчас закажем. Вот, допустим. Ага, какао бобовой пшеницы у меня не хватает, я тебя понял. Еще вот этих штук мне нужно заказать. Только у меня вопрос. Ага, у меня даже их нету здесь. 8, 9, 10. 10 штук. Ага, тоже драконьей пыли не хватает. И также спид. Так называемые апгрейды. Да, нам 3 штуки надо. Сколько нужно? 19, 19 зелий. А давайте что? У нас осталось 10 дней, 9 уже дней точнее. Давай хотя бы что? Хотя бы. Oriteч, потому что мы его начали изучать. И что нам для начала надо? Ну, вроде бы все, да, вот эти вот 3 предмета нам надо с Oriteч. Как, допустим, делается сталь, окей, сомнительный контейнер, эндеритовая смесь. Как ты делаешься? На центрифуге, либо на ковках фрагментов, либо на центрифуге. Допустим, как делается центрифуга.
из двигателя, который делается с помощью стали, никеля, магнитная катушка. Ага, это в целом реализует. Далее пластиковые листы, вот флюсовая вот эта штука. Во, смотри, нам нужна сборка. Сборка у нас как делается? С помощью тех же самых штучек, но нам нужен еще сборщик. Значит, смотри, что мы делаем. Мы сейчас заказываем сборка, одну штучку, берем еще поставщик желательно, и на всякий случай возьмем еще импорта одну шину, потому что, скорее всего, она нам понадобится. Кабеля у меня вроде бы есть, но на всякий случай я бы еще сотню заказал. Сборка у нас готова. Давай мы где-то его вот здесь будем распахивать. И пожалуйста, добавьте недостающиеся основные блоки. Какие? Машины собраны, пожалуйста, добавьте недостающие основные блоки. Какие блоки? Ядра механизма. Вот. Ядра механизма составляют основу Heritage. Нажимайте правой кнопкой мыши по механизмам с ядрами в руках, чтобы строить их. Они не влияют на скорость или эффективность на машины напрямую, только на количество модификаторов. Ага, то есть нам нужно 3 ядра сделать таких, допустим. То есть мы условно можем сейчас сделать это продвинутое ядро. Точнее, улучшенное, я бы сказал. Ну, давай мы его сделаем, получается, так как нам нужно его 3 штуки, сделаем 3 штуки, соответственно. Готово. Оно. И оп. Реально, смотри. Звуки какие крутые. Так, подробности по умолчанию. Заполняет слоты слева направо. Перемещается в слот. По умолчанию элементы равномерно. Ну давай вот это дополнение. Вот, мы можем дополнения всякие закинуть. А какие сюда можно закинуть? Вопрос. Пока без понятия. Качество машины 3. Контролируется множественными дополнениями. Можно использовать улучшенные ядра для улучшения. На данный момент прогресс, уровень 3. Окей, а вопрос, могу ли я условно подключить сюда поставщик шаблонов для того, чтобы он работал? И, допустим, вот отсюда будет у нас импорт идти. Если можно, будет очень круто. И также желательно, самое главное, куда-то здесь энергию подключить. Вот. И вопрос, как ты у нас работаешь? Я помню то, что там у нас по квесту для ковки надо были вот эти вот, как ты можешь заметить, вот этот вот предмет. Для него нам нужен обычный процессор. Процессор тоже делается на этой штуке. Для него нам нужны нити, электроевый слиток и какая-то пластина. Пластина у нас делается благодаря разделению жидкостей, охлаждению. Но можно взять полимерную смолу, смотри. Биотопливо, биодизель. Вопрос сюда закидывается, интересно, из мода... Блин, подожди, как ты делаешь? Смотри. Канола пресс. Подожди, давай мы сделаем этот канола пресс. У нас для него, слава богу, все есть. Я не знаю, давай штучки 3 сделаем на всякий случай. Вдруг нам, конечно, понравится больше. Как она работает? Она работает от энергии. Мне это уже нравится. Значит, скорее всего, мы можем просто сейчас сделать как? Мы можем сюда подключить провода, условно, да? Подсунуть сюда вот эти вот пресса. Они энергией заполняются. И условно нам нужно, скорее всего, сейчас шина экспорта для биотоплива. Точнее, для биосмеси. Вторая для того, чтобы запускать это биотопливо в машину сборщика. Или там чего-то другого для того, чтобы делать листы. И, соответственно, 2 шины импорта для того, чтобы это все выводить. Так, пластиковый лист. Для этого нам надо полимерная смола. Вот так она делается, да? Да, все верно. Для этого нужна центрифуга. Центрифуга. Но она делается в целом довольно просто. У нас все для этого уже есть. Готово. И погнали. Так, 47 есть. Думаю, мне этого хватит. Поехали. 4 шины экспорта. В каждую из них мы закидываем биотопливо. И по скоростям еще пройдемся. Пусть сразу же оно уже к системе подключается, для того, чтобы оно уже заработало. Вот, видишь, пошел процесс. Сколько вырабатывается? 80 биотоплива. Мне это нравится. Дальше шина импорта. Мне нужно тоже побольше, кстати. Что-то на одну лишь машинку заказал. Мы сейчас отсюда делаем шину импорта и делаем так, чтобы отсюда выходили лишь жидкости. Да, смотри, все работает. И теперь нам нужно еще поставить куда-то центрифугу. Вот она у меня. Давай условно поставим куда-то вот сюда. Вот так, смотри. Молодчага. Поставщик, соответственно, шина импорта. Давай сверху, допустим, шина экспорта, в которую нам нужно закидывать, скорее всего... подожди, центрифуга мне для чего нужна была? Нам нужен флюид аддон. Смотри. Вот эта штучка нам нужна для центрифуги и для дрон-порта. Вот, жидкость, аддон жидкости нам еще нужен. Он делается как-то тяжело. Для него уже нужны какие-то новые
вещи. Ну ладно, это окей, допустим. Нити. А, ну это та же самая центрифуга, кстати, смотри. Скорее всего, нам нужно 2 центрифуги будет заказывать. Благодарю. И давай мы его тоже поставим куда-то условно вот сюда. С вот этим вот ядрышком. И условно, куда мы можем поставить дополнение. Условно мы можем сюда дополнение втыкнуть. Вот, смотри. И, допустим, вот сюда мне поставщик шаблонов, соответственно. И теперь куда-то нужно поставить шину экспорта для того, чтобы туда вставлялась у нас жидкость. Только вопрос, как мы это реализуем. Делается у нас что благодаря биотопливу? Точнее, благодаря биомассе биотопливу. Вот эта вот штучка. Значит, нам нужно сейчас сделать вот так, чтобы она туда, соответственно, закидывалась. А ну посмотрим, будет ли это Да, смотри, реально реализовывается. А ну на скорости побольше. Во! Мы сейчас тебе подключаем энергию. Во! И теперь пойдем попробуем что-то заказать. Условно, что мы хотели заказать? Мы хотели заказать все, что связано вот с вот этим вот крафтом. Мы сейчас заказываем то, что мы делаем с помощью песка. Вот в этой вот центрифуге данную вот полимерную смолу. Далее мы ее плавим в плавящем механизме. И уже благодаря нему делаем самый обычный процессор в центрифуге, да? А нет, сборке. Вот здесь. И далее просто сейчас флюксид нам нужен еще. Ага, это мы можем вот так вот реализовать в реакционной камере. Давай мы сейчас сюда закинем. И что нам тут надо? По сути, все, у нас уже все готово. Давай сразу же попробуем заказать данный механизм. Ковка фрагментов. Бум. Давай посмотрим, что у нас тут будет делаться. Вот, делаются всякие предметы, что здесь, что здесь. А сколько для тебя надо будет процессоров? Ого, 7 штук. И бум. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, пошел процесс. Ой-ой-ой-ой-ой. На тебе сразу же энергию. Далее сразу же мы ставим поставщик. Сразу же ставим сюда куда-то, допустим, сюда шину импорта. И что здесь нам нужно делать? Допустим, для продвинутой батареи нам надо энергетический слиток. Либо с помощью литейного цеха, а именно никелевого слитка и флюксита, будет делаться данный слиток. Ага. Значит, нам нужно заказать вот это вот цех еще. Полетели смотреть. Выглядит он, получается, вот таким вот образом. В целом довольно интересный механизм. Давай поставим его куда-то вот сюда. Ему нужно нам 3 ядра. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Ой-ой-ой. Красота, ляпота. Допустим, где-то здесь у нас будет стоять шина импорта. Энергия, соответственно, тоже ему нужна. Отлично. Для продвинутой батареи нам нужен слиток, который делается благодаря сплавлению. То есть нам нужно сейчас в цехе закинуть данный слиток. И далее продвинутую батарею спокойно мы можем заказать. Далее для него что еще надо? Сомнительный контейнер, магнитная катушка. Что у нас из этого всего есть вообще? Ну продвинутая батарея осталась и просто сомнительный кристалл. Ага, точнее контейнер. Для него нужен адамантитовый слиток, скорее всего, что у меня для него есть, да? Осталась только эндеритовая смесь. В центрифуге, либо благодаря ковке фрагментов спокойно мы можем это все сделать. Давай делать вот эту штуку. Нам нужна атомная кузня. Ого, дюратиумный слиток. Делается в сплавлении благодаря слитку платины и незерит. В цехе, да, я так понимаю? Угу. Держи. И в теории у нас уже все для него есть. Да. Давай сейчас мы, вот, пожалуйста, хранилище есть. Давай атомную кузню нам, а мы пока ложимся спать. И атомная кузня, здравствуй. Для тебя нам надо будет 8 ядер. Мы сейчас их тоже благополучно закажем. Соответственно, там, понятное дело, поставщик. Импорта нам нужно заказать. Готово. Давай мы ее сейчас обложим ядрами. И смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Атомная кузня. Поставим, соответственно, поставщик, шину импорта. Подключим все это к системе. Без этого никуда. И, понятное дело, сюда еще нужно энергию. Подожди, а куда энергию тебе подрубать? Нам бы желательно, конечно, сделать всякие тут процессоры. Эта машина может питаться только от эндеритовых лазеров. Используется для создания ценных предметов. Ага. Эндерический лазер. Вот оно как. Понял тебя. Это условно как тут вот этот вот верстачок работает. Допустим.
Готово. Вопрос, как они выглядят. Они выглядят как обычные лазеры, которые направляются, кстати, в сторону игрока, но нам нужна немножко больше платформа. Давай, значит, смотри. Мы как их поставим? Раз, два, три, четыре. Им, соответственно, нужно сейчас поставить ядра. И смотри, бум-бум-бум-бум. Ой-ой-ой, красавцы! Сразу готовы к работе. Давай я тебе сейчас поставлю... Позиция сохранена на машине. Готово. Теперь им нужна, наверное, энергия, да? Угу. Все верно. Отлично. Энергия будет здесь использоваться только в том случае, когда будет рецепт здесь какой-то расположен. Давай посмотрим, давай проверим, как оно будет работать. Нам условно для вот этого нужно сначала сделать либо супер и-чип, либо нечистый интеллект. Ага, а как делается супер и-чип? Но он делается полегче, по крайней мере, потому что нужен расширенный движок, пластина, Готово. Далее, давай попробуем сразу же заказать компенсатор Гейзенберга. А плутоний, что тут надо? Сборка. Плутониевый порошок. Плутониевый порошок это у нас, уранитовый кристалл. Столкновение частиц. Вот, смотри, нам надо ускоритель частиц сделать. Ох, я чувствую, это беда будет. Ну ладно, давай попробуем сначала компенсатор заказать. Посмотрим, будет ли он хотя бы это все делать. Да, смотри, реально все делает. Вот, пожалуйста, компенсатор Гейзенберга у нас готов. Теперь самое интересное. Ускоритель частиц. Скорее всего, где-то об этом здесь сказано. Скорее всего... Нет, не написано. Ну, я-то могу его заказать. Мне всего лишь нужно сделать вот это вот. А для него нужно ион... Ой, друзья... Это где делается? В сборке. Она укрепленная. О, смотри. Легкая нафта делается из биотоплива и благодаря глиняным каталитическим шарикам, либо песку и тяжелой нефти, либо просто с нефти. Но я думаю, то, что это делается довольно легко. Ну да, но в целом довольно легко делается. И в нефтеперерабатывающем заводе нужно будет это все закидывать. Мы получим легкую нафту и дизель. Готово, погнали. Как ты у нас выглядишь? Довольно интересный на самом деле мультиблок. Ой-ой-ой-ой-ой, пошла. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, какая красота. Ага, значит, для него нужно еще шина экспорта нам, потому что нам нужно как-то туда биотопливо закидывать. Вот. Теперь сюда нам нужно в экспорта закинуть немножко скоростей и написать сюда биотопливо. Переносим сюда биотопливо, и оно должно сюда, вот, как мы можем заметить, пошло. Соответственно, естественно, сюда нужно еще подкинуть энергию. Энергия тоже пошла. И давай закажем крафт. Я, правда, не знаю, как его правильно заказать. Допустим, да, условно мы сделаем вот эту штуку. Да, смотри, все пусто. Отлично. Теперь, значит, что? Для чего я это все делаю? Для укрепленного перерабатывающего завода. Значит, он здесь же и делается, я так понимаю, да? Не, подожди, а как оно будет делаться? Если, по сути, я хочу сюда закинуть условно легкую нафту, да, то есть мне условно нужно будет еще один нефтеперерабатывающий завод. Ну и в теории все. Сейчас проверим, будет ли она сюда закидываться, вопрос. Да, смотри, идет. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сейчас берем... Условно для укрепленной вот этой штуки мы сейчас сделаем крафт. Кладем мы его вот сюда. Для чего мне интересно делать этот ускоритель частиц? Вот для этой штуки. Для ионного двигателя это у нас делается где? В сборке. Ну я уже сюда крафт это закинул. Тогда в теории для ускорителя частиц мне осталось лишь сделать сверхпроводник, который делается благодаря сборке с предметами, которые у нас уже, слава богу, есть. У нас осталось всего 4 дня, кстати, напомню. Для него... не надо. Впрыскивай частицы в направляющие кольца ускорителя частиц. Подожди. Смотри, акселератор Guide Ring. Подожди. Нам нужен кольцо. Используется для определения пути частиц. Можно нажать правой кнопкой на один конец управляемый редстоун.
Ага, значит, нам его в любом случае нужно тоже делать, спасибо. А сколько нужно? Если 45 градусов, 45 умножить на 4, ну, в теории 4 надо. Учитывая тот факт, что у нас 45 градусов, для того, для того, чтобы сделать полный круг, ему нужно 360 градусов. Это еще мне, по сути, нужно заказать один. Точнее, еще 4 нужно будет заказать, чтобы сделать полное кольцо. Но если я правильно понимаю. Готово. А вот эти, правда, два шаблона я сейчас подзакину сюда, потому что они мне сейчас не нужны. Давай что-то реализовывать. Смотри, кольцо, точнее ускоритель частиц. Как ты работаешь? Ожидает предмет для ускорения. Скорее всего, как-то нужно поставить. Фух, друзья, что я могу вам сказать? Это очень и очень тяжелая схема, для которой нам потребуется лучше всего уранитовый кристалл на самом деле. Потому что для того, чтобы нам реализовать ускоритель частиц, нужно очень много предметов. Я выведу сейчас скриншот схемы, которая должна быть реализована. Это с канала София Стар. Спасибо ей огромное за это, Вики. Пока что я делать это не буду, потому что, скорее всего, пока что мне это не надо будет. Наверное, я надеюсь. Вот, поэтому пока мы это оставим. Давай пока сейчас мы разберемся с уранитовыми кристаллами, вот этими вот. Мы сейчас спокойно реализуем, потому что у нас в целом для этого все, слава богу, есть. Для того, чтобы он работал как нам надо, нам нужно сейчас сделать энергетические лазеры, либо сделать с помощью плутониевого порошка, ну, точнее, с помощью зарядки, соответственно, в электрореализации, которая будет, ну, гораздо легче, нежели вот эта вот вся система. Поэтому пока реализуем вот так. Собственно, что нам надо? Давай мы сразу же можем взять сейчас вот эти вот штуки. Мы в теории их можем сразу же поставить на зарядку. Я, честно, не помню, сколько точно надо этих вот порошков нам для того, чтобы реализовать все наши крафты. Но сейчас мы об этом узнаем. В любом случае, все ресурсы у нас, слава богу, на это есть, поэтому, если что, не переживаем, сделаем. Это я делал для плутониевого топливного элемента. Он делается в целом довольно просто. По самому большому крафту мы будем это все реализовывать. Делается это все в сборке, соответственно. Кто бы сомневался. И давай сразу же манхэттенский модуль, потому что для него у меня в целом все уже есть. Сделаем крафт. Манхэттенский модуль. Нам нужен всего лишь один, поэтому мы его один и закажем, соответственно. Манхэттенский модуль готов. Мы его сейчас для квеста засчитаем, хотя, скорее всего, он и так засчитался, да, он уже засчитался, поэтому... подожди, куда я его делал? Манхэттенский модуль, подожди, вот сюда лети. Ты нам там не нужен. Так, давай смотри. Нам нужен аддон охотника. Да, мы его сейчас закажем. Далее пойдем по ядрам абсолютно всем. Условно, сначала ядро примитивное, потом ядро продвинутое. Так, все, здесь у нас все завершено. Тут у нас завершено. Ну, не прям до конца, конечно, но реализовано. Еще, кстати, можно сделать самоцветы какие-то, любые абсолютно, кстати. Причем реально любые мы можем сделать. Ну ладно. Эти все предметы можем закидывать назад, потому что они нам не надо. И что же у нас получается? Давай посмотрим. У нас по звезде АТМ сделался большое энергетическое хранение. Манхэттенский модуль мы уже сделали, поэтому у нас он засчитан для квеста. Далее у нас что еще здесь? Кстати, сверхпроводник нам нужен еще. У нас он тоже, кстати, есть для квеста. Пожалуйста, держи. Один же нужен, надеюсь. Да. Далее что у нас? По сути, все. Ретеч у нас полностью закрыл. Больше для него нам, по сути, ничего не нужно. Мне это нравится хорошо. И дальше что у нас насчет драконьевой пыли? 9000. Вот это по-нашему. Поехали по модулям смотреть. А вот этот мы еще один заказать не можем, потому что нет тут у нас тотема бессмертия. Вот этих нам нужно 5 штучек. Давай, готовься. Далее нам нужно 10 вот этих вот щитов. Давай, делайся. Далее вот эта одна штучка потом сделается. Далее вот этих вот ускорителя 3 штуки потом сделаются. А можно хоть что-то мне реализовать сейчас? Мне еще, кстати, нужно вот этот вот Energy модуль сделать. Нам нужен он почему-то целый один, ну ладно. Нам еще нужно вот этот драконик честплейт сделать. Ой-ой-ой. Ох-охо. Дракоша нам нужен. Ого. Вот это ты, конечно, не жданул. Нам нужен целый один.
Сердце дракона. Ага, вот так вот, значит, да, заговорили. Ну, я сейчас пойду, как убью дракона. Ха. Давай 4 штуки сделаем мне. Это получается у нас будет впервые второе убийство дракона. Причем, кстати, как и в моей жизни, так и на хардкоре еще причем, кстати, что самое интересное. Пошли тогда в энд, сейчас мы убьем дракона. Ну, это быстро максимально сделается, потому что у меня максимально хорошо заряженная, ну, все. И броня, и все, что хочешь. Вот так вот это быстро и делается, кстати. Жесть. Сколько это быстро. Так, только дай мне, пожалуйста, на ботинках магнит. Все, пусть он включится. Сейчас засосет тут все предметы. Все, чтобы засосало всякое разное. Яичко, кстати, есть. Тоже прикольно, можно забрать. О, не, нормально, слава богу. Оп, все, яичко тоже есть. Пора домой. На тебе все эти предметы. Собственно, для модуля драконика. Кстати, у нас еще там модули готовы всякие. Давай, модуль вот этот один мне сделай. Давай тогда ставить самое главное. Щиты, так называемые. У нас, конечно, сейчас нету энергии. Это довольно плохо на самом деле. Связано это с тем, что... О, кстати, контроллер щита у нас есть. Давай мы его тоже, оп, поставим. Потому что связано это с тем, что у нас нету зарядки. А у нас для зарядки нам нужно что-то, что может нам реализовать беспроводную зарядку. Потому что смотри, вот беспроводная зарядка. Ну, может, конечно, нужно сюда это поставить. Но нет, видишь, все равно не работает. Включить беспроводную зарядку, да. Но не хочет почему-то. Только, блин, на самом деле желательно сделать какой-то конденсатор, прям очень мощный. Можно сделать, на самом деле, какой... Ну, какой конденсатор можно сделать? Можно сделать, понятное дело, вот этот вот, ну, тут, угу. Ну, либо вот этот можно сделать. Для него в целом много ума не надо. Давай мы его реализуем, потому что у нас на него, слава богу, все предметы уже есть. Модули тебе надо. Точнее, какие модули сюда можно закинуть? Вопрос. Вот, смотри, Wireless Energy Link. Мы можем сделать сразу же Quantum Energy Tunnel. Ну и, соответственно, Draconic Energy модуль. Давай, окей, давай мы сейчас попробуем это реализовать. Вот этот вот Quantum какой-то сильно крутой. У нас, слава богу, все для него есть. А сколько в него вмещается? Вопрос. Не, во-первых, подожди, сколько он занимает? 4 на 4. То есть 4 на 4... Значит, еще нужно, ну, 10 вот этих вот драконьевых заказать. Energy модулей, давай. Это у нас уже готово. Мы его можем вот так вот бульк сделать. Только вопрос, как оно работает. Кликните правой кнопкой по Energy ядру для связки с ним. Ага, понял. То есть нам нужно еще ядро делать специальное. Ага, я понял. Блин, а для него нужно много чего. Ай-яй-яй, для него там много ресурсов надо. Не, ну его на самом деле можно реализовать, потому что это довольно полезная штука. Чтобы у нас сразу же все заряжаться. По факту у нас все заряжаться будет. И броня, и вообще все. Так, модули у нас есть. Давай мы сейчас вот так вот только бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Даже, кстати, один лишний есть. Ну ладно, чё уж. Закидываем сюда конденсатор. Ну и все. Мы можем сделать так, чтобы он у нас заряжал... Вот, смотри, заряжать предметы в руках, броню, ходбар, основной, куриос. Вот, смотри, у нас энергия пошла. Enable Link. Все. И у нас энергия вся ушла. Ха! Прикинь, как все быстро это работает. Да, короче, нам нужно сейчас сделать ядро. Для этого нам нужно идти в Draconic Evolution. И вот, смотри, мультиблок. Энергетическое ядро. Но мы можем рискнуть... Нет, ну ладно, мы не рискнем, конечно. У нас столько ресурсов не будет, к сожалению. Окей, давай тогда смотри. 36 стабилизаторов. Очень много драконьевых блоков. Сколько? Подожди, сколько? 36 стабилизаторов. Окей. Это, допустим, у нас реализуется. 786 драконьевых блоков. 786. Ты вдумайся в это. Я могу это сделать! Окей. Извините, драконьевых 378. Но здесь...
90 тысяч эссенций. Это я даже если очень хорошо постараюсь, я это не реализую. Не, ну ладно, можно 7 уровень хотя бы сделать. Здесь нужно 328 редстоуновых блоков. Хотя бы это мы сделаем. Больше пилонов не обязательно. Нам нужно вот эти сделать, кстати, энергетические пилоны. Это очень важная штука, поверьте мне, потому что они нам явно нужны. Дай мне, пожалуйста. Ну, нам нужно всего лишь 2, поэтому давай просто 2 мне и сделай. А дальше, для того, чтобы нам эту энергию передавать, нам надо сделать, ну вот, соответственно, технически это не обязательно, но рекомендуется. Вы можете использовать побольше пилона, чтобы вводить и выводить больше энергии. Дадут, кстати, энергетические кристаллы дракона. Может, оно побыстрее. Подожди, а для 8 уровня... Нет, для 7 сколько? А 210 надо. Так у меня уже все есть. Дай мне стабилизаторы тогда. Да не-не-не, тогда не надо. Подожди, тогда все в порядке. Во, смотри, бум, сейчас миллиард квестов сразу же сделается. О, смотри, красота. Правда, для 7 уровня редстоун блоков не хватает. Во, теперь хватило. Давай теперь его где-то поставим. Я не знаю, правда, где. Скорее всего, вот в этой стороне, потому что... Мы сейчас поднимаемся на довольно большую высоту. Ставим сюда данное энергоядро. Теперь отлетаем от каждого на блоков. Ну, на 4 блока условно. Да, нам надо даже на 6, наверное, до блоков. Вот. И сейчас смотри, что мы делаем. Правильно же все? Квадрат и да, все. Теперь мы берем данные вот стабилизаторы. Вот, видишь, они начинают крутиться. Ну и готово. Осталось нам только сейчас запустить тир коры структуры инвалида. Почему? Почему? Все же правильно. Не, может оно, конечно, сейчас все скажет, что все в порядке, типа не парься. Ну и вроде бы как бы все. Activate. Во. Работает. Давай мы сразу же заберем тогда все квесты. Конечно, скорее всего, очень много ресурсов получу. Но самое главное, пилоны. Смотри, мы сейчас ставим сюда 2 пилона. И желательно точку мы сейчас поставим. Но я не знаю, можно, конечно, и точки 2 условно. И, я не знаю, разъема условно. Ну, 1 разъем нам хватит. Смотри, мы сейчас... еще нам надо сделать сейчас из Draconic Evolution специальный ключик. Для того, чтобы настраивать все эти... Хотя можно, наверное... Не, нельзя. Не тут-то было. Надо сделать вот этот вот ключик, связыватель кристаллов. Готово. Сейчас мы берем вот этот вот конденсатор. Мы его должны слинковать. Но, скорее всего, мы должны его слинковать вот этим вот. Вот этой штучкой. Да, вот, смотри, оно слинковалось. Но из-за того, что сейчас оно не работает, да, ну, там буквально ничего нету, то оно, скорее всего, не работает. Так, вопрос, как менять наставление? Скорее всего, нам нужно сюда поставить стекла, да. И вот, смотри, оно работает. Мы сейчас ставим сюда точку. Берем, отключаем предел, ставим энергия. Во! Оно сразу же этой энергией начало напитываться. Но, правда, скорее всего... ну сколько там хранится энергии? Там хранится 2 триллиона. А у нас здесь 2 триллиона будет, поэтому не переживаем. Оно пишет то, что ему нужно зарядить этот конденсатор. Типа... Да, вот, смотри, все заработало. Тогда мы сейчас отключим везде зарядку. И сейчас попросим его зарядить исключительно себя. А сколько ему энергии, правда, нужно для активации? Да, вообще фигня на самом деле. Сейчас оно активируется, оно свяжется с ядром, и оно начнет работать. И теперь мы уже сможем его запустить для того, чтобы он нам передавал энергию, если я правильно понимаю, по крайней мере. И готово. Все, по сути, оно работает. Да, энергией заряжается, это факт. Тогда мы сейчас сделаем так, чтобы он все нам заряжал. И в теории сейчас он все начнет нам заряжать, по всей видимости. Да, он все заряжает. Вот даже вот можете посмотреть слева снизу, он реально заряжает. Отлично. Ядро у нас полностью заряженное. Энергии он сейчас по 16 тысяч хавает всего лишь, потому что 16 тысяч, соответственно, он и отдает с этой вот системы, да, на конденсатор.
И, соответственно, что? 200 дней, да? Все, на этом наше 200-дневное прохождение заканчивается. Честно говоря, у нас осталось немного. Вот реально осталось совсем немного, потому что у нас, по сути, остался лишь мод Повах, Create, Just Ore, там что-то там, и Draconic Evolutions. Ну, тут, конечно, вот эти вот два предмета, которые нужно будет сделать, но мне кажется, то, что это довольно легко будет сделаться. Наверное, я надеюсь. Ну, посмотрим, по крайней мере. Ну и да, Draconic Evolution самое главное. Нам нужно будет убить дракона хаоса. Это самое главное. Ну, а сделаем это мы в следующих 100 днях. А скорее всего, следующие 100 дней это уже будет финальные 100 дней. У нас уже будет конец всего, по сути своей, потому что мы все пройдем. Но, по крайней мере, не все моды мы пройдем. Но для АТМ звезды мы уже все сделаем. Я, конечно, не знаю, получится ли у меня автоматизировать создание АТМ звезды. Скорее всего, нет, конечно, но хотелось бы, на самом деле, как-то попробовать это все автоматизировать, для того, чтобы я мог спокойно по одной клавише это все заказать. Вот. Поэтому вот такой вот у нас вышел ролик. Я надеюсь, вам он понравился. На данный момент, повторюсь фразу, как и говорил в прошлом ролике, я не знаю, сколько это будет монтироваться, потому что прошлый ролик я отмонтировал за 3 дня, если не ошибаюсь, или за 4 дня, что-то вроде того. А на данный момент у меня 17 апреля, я не знаю, когда этот ролик сделается, но надеюсь, как можно скорее. Поэтому да, спасибо всем огромное за просмотр прошлой серии, я увидел, насколько вам оно понравилось, насколько вам понравилась данная рубрика 100 дней на моем канале. Я благодарен всем и каждому, кто подписался, кто поставил лайк. Вот, если что, такой вот у меня обзор базы. Я буду, скорее всего, продвигать эту рубрику, да, продвигать этот стиль, так скажем, видео, да, 100 дней будем выпускать. Будут выходить разные сборки, да, потому что, во-первых, кстати, поделюсь новостью, уже выходит АТМ 11, поэтому в ближайшее время, ну, конечно, не прям в ближайшее время, пока обновляются моды на ту версию, то мы будем ждать пока. А так, да, возможно, у нас будут еще 100 дней по АТМ 11, но пока у нас сборка в альфа-тесте, поэтому будем ждать. Вот, так что вот так. Всем огромное спасибо за просмотр данного 100-дневного выживания, уже по сути 200-дневного выживания. Подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал, ссылочка находится в описании, как на сборочку, так и на телеграм-канал. Ну и всем всего доброго, хорошего дня, хорошего настроения. На связи был Яфир, еще услышимся. Пока!